Всем привет, ребят! Мы сегодня начинаем проходить Resident Evil Village, то есть восьмая часть уже. Но это продолжение будет седьмой, поэтому давай посмотрим то, что было ранее в сериале. Напоминают нам сюжет седьмой части. Давай посмотрим, что же это. Вспоминай Resident Evil 7. Так, начнем. Имя? Я Итан. Итан Уинтерс. Прошло 3 года после событий в доме Бейкеров. Я искал свою жену, она пропала. Потом пришло письмо. Она просила приехать, и вот так я оказался в жуткой глуши, в Луизиане. Я узнал, что Мию держали в темном подвале. У нее помутился разум. Она напала на меня, словно бешеный зверь. Позже я узнал, что она заражена какой-то необычной плесенью. Я перерыл весь дом, чтобы найти лекарство, вакцину, что-нибудь. И обитатели дома заразились. Они перестали быть людьми. Источником заразы было биооружие в облике девочки. Ее звали Эвелина. Отбившись от семьи монстров, я сумел вылечить Мию сывороткой. Я не Мию лечил. Потом пришел Крис Редфилд со своим отрядом, и они спасли нас. У меня другая концовка была, ну ладно. Этого хватит? Я больше не хочу вспоминать о том, что случилось. Все кончено. Но у меня была другая концовка. Я сыворотку решил во второй раз дать не Мии, а ее подруге Зоике. Зое, в общем, я дал сыворотку, и в конце у меня, ближе к концу, я Мию завалил ломиком, по-моему. Типа она рассыпалась в прах, короче говоря, на вертолете я летел один. Ну ладно, раз уж они так решили сюжет связать, то окей. Не будем, так говорится, мешать. Будем наслаждаться. Давай, новая игра. Да, обычная. Хардкорную ставим для хардкорщиков. Легкая будет, наверное, слишком быстро проходиться, типа там. Жуткая деревня. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалунье хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» — сказал он. Она испила густой темной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» — позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса.
тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказала и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. Ты даров взяла сполна, дитя. Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. Все. Уснула. Странно, лицо ребенка Что за жуткая нарисовано. сказка? Ей же 6 месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Ну и Роза-то не против. Потому что не понимает. И слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Это ты параноик. Да не... ладно, прости. Но я не параноик. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. И скоро ужин. Все хорошо, Роза. Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. По-моему, какая-то непомерно большая голова у ребенка. Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу ее. Куда идем? На второй этаж, видимо. Обычно у них там спальни находятся. Что-то, по-моему, очень большие бутылки вина, кстати сказать. Ну вот с пива, бутылка пива или что это такое, тут еще, в принципе, по размеру нормально, а вот вина какие-то уж очень здоровые. Такое ощущение, что там литров по 5. Ну окей. Может, в холодильнике она поспит? Раз уж я сюда пришел, что? Это вроде знакомый домик, или мне кажется. Ну ладно. Тише, тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Ребенок даже не понял, о чем эта книга в своем возрасте. Я не знаю, где у них Почти спальня. пришли. Значит, верно идем. Ну, это общая спальня, они тут вместе дрыхнут явно. Не отдельная комната для ребенка. Все, запихивай. Вот так, солнышко. Не волнуйся. Я буду внизу. Папа защитит тебя от чудищ из сказки. Я вот не знаю, мне кажется, то, что чудища из сказки все-таки какие-то должны быть отсылки к будущим боссам, может быть. Одежда для Розы на завтра. Действительно, может быть, ну, в этом плане будут какие-то боссы, типа, показали определенный вот плавник, там, показали этот, шестеренку какую-то. Это, я думаю, как-то будет иметь место быть. Сюжетно. Оружие, выживание. Параноик, если тебя хотят убить. Ну, пока никто не хочет тебя убить, ладно. 6 февраля. Записочки наши любимые. В 21 году мы еще записки точно не читали, да? Но я имею в виду то, что все равно Capcom предлагает пояснять лор с помощью текста.
Мы с Мией опять поругались. Я случайно упомянул о том, что было 3 года назад, и она психанула. Мы наконец освоились на новом месте в Европе и будем растить розу. Но мне по-прежнему кажется, будто я не выбрался из этого ада в Луизиане. Мия не любит обсуждать эту тему, но разве можно вот так легко все забыть и сделать вид, что ничего не было? Не лучше ли обсудить те события, что мы воспитывали Розу? Чтобы мы воспитывали Розу, не опасаясь возвращения прошлого. Это надо сделать хотя бы ради нее. Я знаю, Мия это тоже понимает. Она бы не вспылила, как и тогда, в больнице, будь ей все равно. Мгм. То есть у них в больнице какой-то был конфликт еще. Розмари Винтерс. А, ну да, это ж дочка. 02.08.2020. 62 сантиметра, 6,5 килограмм. Ну, кстати, ребенок, по-моему, обычно дети 50-55 сантиметров рождаются и весом где-то, ну, 3 500, 4 200, кстати. А тут прямо что-то как-то вообще 6,5. Это очень большой ребенок. Бабу, наверное, зашивали потом. Слух, зрение, осязание, проверка реакции. Отклонения не выявлены. Пациент здоров. Прочие отметки. BCAA проведен. Дополнительный анализ на грибковые патогены. Мемориальная больница Аппельфельд. Все хорошо. То есть ребенка дополнительно на какие-то, во время рождения проверили дополнительно на какие-то грибковые хреновины. Это смешно. УЗИ. Я вот до сих пор не понимаю, что тут на УЗИ люди посмотрят. Ну, как бы там вот кроме вот головы, по-моему, очертания, ничего больше не понятно. По-моему, фотографии УЗИ понимают только сами УЗИсты. Люди, можно просто людям посовывать любые помехи на экране, они такие: вау, у нас будет мальчик. Так, окей. Ну вот, родился ребенок. Ну, он правда непомерно какой-то здоровенный, ну ладно. Вот бы так продолжалось вечно. Чтобы ребенок никогда не вырос. Ну и все. Целых 4 страницы. Так, ну и все, я так понимаю, здесь больше делать нечего. Давай-ка мы, наверное, чувствительность мыши чуть-чуть добавим. Настройки. Где тут камера? Вот. Чувствительность камеры при прицеливании. Чувствительность мыши. Ну. Странно тут все получается, ну ладно. Так, допустим, давай тоже на 10. Ага, максимально. Так вроде получше. Чуть-чуть поактивнее у нас башка крутится. Так, ну и что, наверное? Ну тут всякая фигня сейчас будет. Лекарство Мии. После инцидента она принимает его строго по графику. Это понятно. Пошли, короче, вниз, сразу к ней, и может что интересное скажет. Сейчас же, естественно, мне там какого-то лута не дадут. Что-то интересное вряд ли по предметам мы узнаем. Типа тут Она будет красавицей. не факт. Лор тут явно поясняться будет в течение прохождения. Все хорошо? Да, она спит как младенец. Блять, она и есть младенец. Пахнет вкусно. Это что? А, не трогай. Чорба из овощей. Это местное блюдо. О, я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Но если ты настроен хандрить весь вечер,
Тогда тебе лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Не знаю, чорбу никогда не пробовал, что это такое, не в курсе. Видимо, какой-то овощной супец, но бутылки у них явные. Вина какие-то непомерно огромные. Окей. Просто вот мы встретились в Луизиане, беременность. Потом Крис перевез нас сюда, боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так... Ощущение, как Мия, будто она не ложись. почувствовала. Мия! Подожди. Ну подожди. Ей первая пуля попала в плечо. Ей первая пуля попала в плечо, и она такая смотрит, типа, что произошло? Я как будто комар укусила, она как будто не поняла вообще. Потом несколько пуль в нее влетает, она падает на стол, почему-то поднимается, в нее еще, короче, полмагазина влетает. Это странно. Такое ощущение, да, что у нее как будто болевого порог вообще отсутствует. Вы не говорите, что она еще до сих пор жива? Мия, Ань, боже. Хана ей. Крис? Какого черта? Прости, Итан. Нет! Что? Сколько у нее патронов влезает, сейчас охрень. Ну, кстати, Крис уже постарел. Что происходит? Действительно. Иди! Че орать-то? Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Роза! Все, уходите. Я думаю, ребенок мутант и решил Крис Редфилд его забрать. Вот как-то так. Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Ха, мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Я должен ответить. Мия по дому все время в одном и том же ходит. Ну, в принципе, я тоже так делал. Ну, ладно. Я так понимаю, глава называется «Самый маленький ангел». О боже. Он не дома явно.
чушь вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал. Сука! Согласен. Черт, что тут случилось? Давай мужика смотрим. Так, что там? О, цель операции. Устранить цель, доставить тело. Забрать Розмари Уинтерс и Итана Уинтерса. Доставить обоих Уинтерсов. Угу. А Итана, кстати, не забрали. Доставить обоих Уинтерсов в пункт С для дальнейшего осмотра. Приставить к ним хотя бы двоих охранников. Бесполезно. Ну да, да. А если телефон, ну, это как его, в одну сторону работает. Ну, погнали. Найти надо по следам, это определенно так. Сейчас надо пушку взять и опять определиться с чувствительностью камеры. По-моему, она чуть-чуть медленно. Побыстрее бы хотелось. Целиться, скорее всего, часто тут придется в быстро движущиеся цели. Ну, особо у него одежды нет, поэтому он, естественно, мерзнет, там вся фигня. Как обычно, у него страдает это какого? Левая рука. По-моему, это уже типа стандартный ход вещей. Первым делом у него пострадает левая рука. Мне кажется, будет еще 9-я часть. Хоть как-то, но они должны с этого выжить еще немножко сюжета. Ну, типа на трилогию, что ли. Ага. Куча дохлых ворон. На меня пока явно никто нападать не будет. О. Первые, так сказать, ебаки появились. То есть, скорее всего, разрабы у нас совершенно решили отказаться от идеи использовать зомби полностью. То есть мы в 7-й части с этими просто с плесенью боролись в виде грутов. А тут уже у нас типа чаще всего будут зомби какие-то, точнее не зомби, а эти полуволки, полулюди попадаться, что-то такое. Но это явно не хилы. Уздечка для лошади. Она в какой-то или сарай, конюшня, что-то такое. Веревка, 2 щетки и книга. Такой заботливый, знаешь, чтобы это утечки не было, чтобы вода его не бесила, как она капает. Он закрыл. Пивасик лечит. Ну, какая современная деревня. По идее, если я не ошибаюсь, люди в деревнях, которые шарят, и нету у них возможности себе пиво купить, они делают сбитень. Ну или квас. Ну как,
предпочитает употреблять напитки алкогольные без алкоголя. Хрусь. Ну, сейчас, как и в 7-й части в начале, будут пытаться немножко поскримерить, попугать. Чтоб ты на шухере был. Чучело лисы. А вот чучело, кстати, вообще, по-моему, блин, с PlayStation 2, наверное, срезано. Тут как-то чуть-чуть получше детализация. Хотя нет, тоже. Хотя бы могли бы шерсть прорисовать. Не парились, короче. Думали то, что этот какого. Народ будет просто пробегать, как бы, и не обращать внимания на это дело. Кстати, много чеснока. Может быть, скоро будут даже вампиры. Ага. Так, вращать мы будем вот так, да, предметы? Положение. Как-то можно? Так, это масштаб. Ладно, иконка, это хрен бы с ним. Мало ли, может быть, придется под разными углами крутить определенные фигурки там. Ну ладно, разберемся. А-ля скримерок какой-то. По-моему, это уже такое себе удовольствие в 21 году людей скримерами пугать. Хотя кто-то еще ведется. По-моему, нельзя никогда быть готовым к скримеру. Если он, естественно, внезапно там. Скример всегда считал, что скример — это дешевый способ напугать. Вот ты попробуй атмосферу создать, чтобы прям игрок все время был в напряженном состоянии. Я имею в виду те же самые серии Silent Hill. Это тоже на любителя все. Так, окей, ну погнали. Нам надо, я так понимаю... Ага. Тут там буянит у нас. Травище, спасибо. По-моему, проще было шкаф оттолкнуть, чем под ним пролить. Ну ладно. Снова левая рука. Прям на правое внимание не обращай. Кто это сделал? Но явно у кого-то сил должно быть много, чтобы такие доски просто снести нахрен. Брус толщиной, наверное, блин, сантиметров 20. Он просто пробежал. Снова вот эта вот анимация с 7-й части, когда он просто над собой вот так вот руки делает, и все, как бы ничего не происходит. Но, по-моему, эта анимация, она типа только пригодилась во время прохождения последнего финального босса за всю игру. Черт, где я? Красота-то какая. Лепота. Не, ну правда прикольно прорисовано, конечно, молодцы. Я так понимаю, тут несколько будет основных локаций. Одна из них будет, естественно, замок. Да. Ну, по-моему, от лошади идет пар, так что завалили ее недавно. Яички. Эти яйца довольно-таки тоже большие, как будто гусиные. У куриц таких яиц быть не должно. Так,
ну давай вот сюда попробуем. Угу, сарайчик. Лесной сарайчик. Лесной причал. Тут скот кормился какой-то. Угу. Нас потом дальше сюда поведут. Нас ведут именно вот через этот сарай. Значит, давай в дом заглянем. Главное ничего не пропустить. Может, они отошли? Ну да, точно, взяли, отошли в мир иной. Замок несложный. Короче, опять вот эта вот фигня, то что некоторые ящики у нас закрываться будут на отмычку. Как в 7-й. Что за похлебка странная вообще? Отбросы какие-то. Ну тут явно кто-то на них напал, сломал вон им стенку и перевернул и утащил всех. Причем утащил, рвать не стал прямо в доме. Хотя нет, стал. Все нормально. Это как будто вот вообще косой какой-то прошлись. Снова эта иконка странная. Причем лицо размыто. Я не знаю, может быть, специально иконку разрабы размыли, чтобы чтобы им не предъявляли эти, как его, верующие там туда-сюда. Вполне ж такое может быть. Так, ну, оказывается, мне вот вообще сюда, куда труп утащили. Ну, давай там во дворе все осмотрим. Может, где-то что-то дернуть надо, полезное взять. Сейчас попробую все-таки настройки. Камера. Прицеливание. Чувствительность камеры при перемещении, при прицеливании. Давай, наверное, вот так вот. На 15 попробуем. Вот так. Ну вот, вроде быстрее она начала двигаться. Угу. В туалет они, походу, не ходят. Так, стой. Подожди, настройки. Попробую убавить наоборот. Чувствительность мыши самой. По-моему, 4 была. Ну. Ладно, настроить оптимально для себя, и потом уже будет ништяк. Я просто игру не запускал, поэтому не знаю, что конкретно лучше подойдет. Так, ну с этим никак. Здесь нужен другой предмет. Угу. То есть мы в этой деревне должны что-то найти, чтобы открылся этот замок. То есть. В 7-й части мы начинали в доме маленькие головоломки решать, чтобы проходить в те или иные комнатки. А тут нам, ну, небольшая деревушка. Забавно. Ну давай осмотрим тут. В принципе-то тут пустое все. По идее, эта штука должна вообще в легкую открыть. Типа, пни ногой, откопай снег, короче, и она откроется. Тут прям вообще полдома снесено. Что-то есть. Что это такое? Ага. Спасибо. Ничего. Вот он на втором. Ну, кому надо, тут уже бы напал. Откуда ты здесь? Ну, может быть, потому что тут какой-то ребенок жил, нет? Несложно догадаться. Откуда это и зачем? Угу. А я бы, получается, из дома, да, вот сюда труп этот тащили.
Я вот по чесноку узнал. Ну все, мне только по прямой. Я отсюда пришел. Да. Головы кос висят. Что случилось? Ну, взяли кос, отрезали головы. Нормально, по-моему. Это же резидент. Тут всегда что-то должно висеть. Прям 90-е. Причем как-то непонятно. У них зима и лето. Ну, точнее, зима или осень. Заперто, хозяин отсутствует. 3 слова, а тут целая поэма написана. Короче, понятно. Желтым те предметы, с которыми можно взаимодействовать, то есть замки, таких уже 2 встречено. Это отмечается с желтым. Изучить. Кура бегает. Кура. О, вторая. Душок. Гоняет. Ну, нормально. А контейнеры, кстати, современные. Туалеты, главное, деревянные, а контейнеры под мусор современные. Это странно. Можно сломать силой. Какой силой? Невидимой или что? Управление. Так, атаковать, блокировать. Я не на геймпаде играю, поэтому... Странно. Да нет, наверное, по стандарту нужен нож просто и все. Вот он, пожалуйста. О, раздобыли оружие. Лекарство. Хорошо. Причем везде оружие с буруя, точнее уздечка для лошади, висит в одном. Взяли Ctrl-C, Ctrl-V и развесили по определенным углам. Угу. Спаленка. Ну, из-за вот этой вот хреновины должен явно кто-то напасть. Все Сейчас. просто убежали из дома? А у них спец другой. 6 штук конфорок. Неплохо. Картопля. А пахнет як. Наверняка тут брать нечего. Ладно, пойдем туда. Время воевать. Я так понимаю. Нет, я свой. Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и... Что происходит? Я не... О, нет. Они здесь. Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, Ну, откуда? откуда в жопе алмазы? Сейчас ты сдохнешь, мы у тебя и заберем. Это все, что есть. Бери. Бери. Угу. Сколько Что здесь патронов? творится? Эй, ты меня слышишь? Эй! Да ничего уже не слышу. Что и требовалось ожидать. Что за... Дида утащили. Сука! Так, это, сука, утащил. Мертвец. Да ладно.
Стоп, тут еще. Не, ну нормально вроде, по прицелу должно прокатить. Так, ну что? Изучить. Ну. Господи боже. Господи Иисусе. Он что, как будто никогда Что за трупов хрень видел? тут творится? Он сидит там. Да отвали! Я же говорю, сначала левая рука пострадает. Черт! Что это, блядь, было? С матами даже. Отстреливаться ты не хочешь? Столетик достать. Че, он наскакал? Нет. Они по ноги бросаются. Сколько ж патронов-то надо тебе, дружище? У меня было 20 чё патронов, 16 у него ушло. Круто. Сюжетные предметы находятся в снаряжении. Но тут не так, кстати, побольше. Да. Сейчас, глядишь, пальцы отрастут. Я не знаю, 4 патрона у меня осталось. По-моему, оптималка с ножом на них лететь. Ну, а что делать? Так, у нас, по-моему, цепочки нигде больше не попадались. Давай вот мы двор рассмотрим. Реагент. Ну, я так понимаю, этот реагент — это вместо у нас эпоксидной смолы. Трава. И мы, короче говоря, реагент. Создание. Угу. Сокровище, сюжетное здание. Вот так вот, да, это, короче, делается. Ржавые обломки и порох. Реагент для этого не нужен. Угу, хорошо. То есть в 7-й части нужно было достаточно эпоксид найти и его применять уже с порохом, миксовать, либо травой, это тебе решать. Тут конкретно надо обломки ржавые собирать еще для патронов. Ладно, понятно, не совсем пока ясно вот это движение вот этих вот, что это, как это, оборотни, да. Зомби их я вряд ли назовешь. Я не знаю, что это за чудики. Но они гораздо шустрее, чем груты. Это определенно. Они бросаются тебе в ноги, как борцуха. Они уходят в сторону. Пока я не совсем, скажем так, мувсет их изучил. Поэтому по первому явно будет сложно с ними справляться.
Ну давай. Чё, куда идти-то? Здесь срезка, нет? Нет. Заперто с другой. Ну, я сейчас попробую чисто на мужика попробовать, не тратя лекарства. Насколько у меня шустро получится забить моба ножом. На каких-то грутах это прокатывало, кстати. Карта. Угу. Ну, вот тут удобненько, в принципе, все помещается. Спасибо. В принципе, что в 7-й тоже довольно-таки удобная карта была, и все понятно. Это можно разбить. Можете забаррикадировать дверь. А оно мне надо? Думаю, да. Все, радио не работает. Теперь у меня 9 патронов. Вот он наверху. Он по-любому наверху. Ты ожидаешься, что, короче, сейчас откуда-нибудь отсюда на тебя выпрыгнет, но у тебя ломается просто доска. Снова вороны, кровь. Угу. Ну и по идее он сейчас должен сверху напасть, хотя он мне мужика сбросил. Ты знаешь, как кошаки, короче, приносят мышей своим хозяевам. И полячу я поймал. Так, чё? Ага. Ну, они просто лезут со всех сторон. Давай попробуем не тратить патроны. Но дверь ему не давать сломать. Сколько ударов он у меня займет ножом? Будет не очень, если сейчас со спины на меня нападут. Я уже, по-моему, раза 4 в него треснул. Короче, нож это, по-моему, не про этих ребят. Он меня спереди грызут. Ну да. Если бы я не повернулся, наверное, то удар бы не прошелся. Наверное. Как они хотят, чтобы я отстреливал с помощью 9 патронов, если у меня на одного по 16 уходит? Ну это же нереально. Нет, я не буду восстанавливать здоровье. Мне интересно, смогу ли я забить его ножом. Или нож это просто то, чем можно ящики разбивать. Да, ржавые обломки. Короче, я раз 20 по нему, наверное, полосанул, тогда он подох. И все, да? Все исчезли. Все? Угу. Вот именно. Да, паника прекратилась. Так, создание. Порох. 2 штуки. Да, мы создаем порох именно. Надо 2 пороха, да? Угу. Надо 2 пороха, и тогда у тебя будет 15 патронов. Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... к
дому Луизы, на краю поля. Выжившие? Ну, наверное, вот сохранение какое-нибудь все равно так или иначе есть. Как же без него? Давай наверху глянем. Тоже посмотрим, насколько часто игра сохраняется. Чтобы, если что, очень хорошо экономить с помощью автосейвов. На патронах, по крайней мере, в самом начале. Но мне по этим следам явно идти. Шарим за кутки. Резочка. Угу. Тут очень четенько надо тогда им в головы-то попадать. Три патрона строго. Видимо, кому-то показалась очень легкая игра. Часть номер 7. Поэтому разрабы... Ну, они тут идут. Сука. Ну да. Дробаш. Ладно. Я не буду ничего баррикадировать. Только нож. Я друг другу пройти не даю. Да, и я улетаю. Что у тебя на руке? Да, действительно, сколько можно? Начать игру с последних сохраненных данных. Да, окей. Но, кстати, прикольно то, что можно изменить сложность. Если ты уж совсем труба, короче, то не вывозишь, то просто пониже делаешь и все. Ну, не знаю. На тебя куча мутантов прет, как бы, и очень мало патронов дают. Хотя, в принципе, как я проходил 7-ю, не всех будет нормально убивать. Хорошая экономия идет. Угу. Ну вот отсюда мы очухались. Ну чё ты долго? Это все? По-моему, я там... Не, наверху я ничего не подниму. Ау. Если кто-нибудь из вас выжил, идите к дому Луизы, на краю поля. Выжившие? Ладно. Давай, короче, мы что будем делать? Мы будем, короче говоря, экономить на патронах, не убивая много врагов. Вот это вот мы тут забираем. Походу, не рандомно у нас раздаются плюшки. Давай, валим стеллаж, чтобы они не зашли. Дроны. Ну-ка. Ладно. Это дело. Есть еще чем поживиться-то? Сейчас всякой... О, раздают, да? Полно муки. Так, и валим вниз. По идее, они не должны успеть. Ржавые обломки. Прям с первых минут тебе дали дробаш. Это странно. Понятно. Бесполезняк отстреливаться. Да сколько можно?
Кошмарят, прям кошмарят. Да, их слишком много, стрелять бесполезно вообще. Черт! Не туда. Ну давай посмотрим, где пробежать можно. Ничего страшного. Нет, по-моему, не тут. За мной весь паровоз, короче, несется. Надо знать, куда бежать, походу. Нет, тут тупик, блять. Куда же валить? Вы издеваетесь? Во. Дорожку-то нам пробили. Как и по башке. Закрыто. Круто. Нет. Тут не пройти. Да нет, тут по-любому всех не перебить, надо удирать именно отсюда. Надо было даже патроны не использовать. Я бы назад бегом бы вернулся. Зачем мне баррикадироваться? Пусть грызут, бегают потихонечку. Давай мы попробуем вернуться назад. Там у нас где-то патроны. Или что-то такое там было. Я пропустил. Ай, блядь. Я сам забаррикадировал. Я никуда не пробраться. Все? Она? Нет, не хана. Да дай пройти. Мужик. Слушай, я вот тут, короче, дергал вообще. Они стреляют, они лупят тебя по-всякому. Но Итан все не сдается. Сколько мне сейчас ударов-то нанесли. Она все подохнуть не может. Угу. Да, стрелять не надо было у них. Они типа должны были меня в плен захватить, да? Ну это батя. Батя. С отбойником для мяса. И вам не хворать? И все ушли. Но это дает мне, короче, повод, так сказать, осмотреть повнимательнее те моменты, которые я пропустил, пока тут бегал. Покоцанный весь. Пальчиков не хватает. Ничего, отрастут. У него руки тут приживаются. Ну, в смысле, прирастают обратно. И куртка сшивается, так что ничего. Но теперь он черепашка-ниндзя. Стой! Типа иди за бабкой. Хорошо, что с дробаша не начал шмалять. Несколько патронов всего потратил. Я на этом сэкономил неплохо. Так. Прежде чем за бабкой идти, надо смотреть. Прям что я мог пропустить.
Вот, допустим. Каждый патрон тут реально на счету, потому что это ж survival. Что-нибудь просрешь, потом будешь искать. Тут явно стрелять не стоит. Давай наверх поднимемся, посмотрим. Ах. Угар. Так, что у нас по здоровью? Да, естественно, минимум. Тут взять на крыше, я так понимаю, нечего. И отсюда я вот так, да, бежал? Да. Тут в закутке ничего. Вот, еще один ящик. Как раз я мимо него, да, вот так вот я пробегал. Вот отсюда бежал. Ржавые обломки. Вот. Чуть не пропустил. Слушай, а тут много патронов наваливают. Хотя, в принципе, я не знаю, если у тебя на каждую ебаку уходит по 16, по 10 патронов, то это очень мало. Ну, либо дробаш. Старый, добрый. Ну, правда, нормально не получится экономить. Потому что патроны на дробник редко дают. Талетиком-то все равно придется использоваться. Так, ну и все, по идее, да? Там я все обошел. Да, это определенно. Там я все обошел. Давай еще внимательно. Потому что я тут бегал, сломя голову. Реально сундучок другой мог пропустить. Вот, что это такое? Кристальный череп. Сокровища хранятся в снаряжении. Это можно продать будет. Ну, так же, как и мы в 4-й части продавали. Так, тут то же самое. Ага, опять надо срезку эту открывать. Там я уже все смотрел. По бурике. Так. Отсюда. Все, я понял. Давай мы осмотрим с этой стороны. Бабка туда ушла, а я сейчас наверх пошел. Вон там я ничего не смотрел. Там, где мужик треснул молотком. Порох, вот. Все потом впрок, все пойдет на пользу. Лучше лишний раз пробежать, как бы потратить время, но потом не париться с патронами там. Все, как говорится, полезно. Вот тут он треснул молотком, и все, тут тупик. Ну да. Изучить заперто. Все. Заботливо тут на берегу свечки расставил. Зачем? В снег запихивать свечки. Давай еще. Вот тут у нас центральная получается. Почти центральная улица. Ладно, все, можно идти к бабке. Я все, что надо, я осмотрю. Всякие катсцены и так далее идут. Лучше побегать, я думаю, с ножом. Подыхать, но тем не менее. Экономить патроны. Каких-то мобов, может быть, скипывать, там, что-нибудь в этом роде. И в жизни, и в смерти мы вас славим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? О, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах?
Ну, естественно. Вестник беды. Валерьян красив. Они идут! Нет! Стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. Роза здесь? Поищите Розу. Ну, понятно. Розу там мы поищем. Как же без этого, что я зря сюда пришел. Но. Давай смотрим домик. Надо все осматривать. Чтоб, так сказать, понятнее было, куда идти. Снова ритуалы и так далее. У нас Итан как-то очень резво на это дело реагирует. Ощущение, то, что он как бы это первый раз с подобной ахинеей сталкивается. Как будто первый раз замужем, я не знаю. Снова. Замок несложный. Несложный замок, но ножом можно открыть. Типа подковырнул, там дерево сломается и все. Вот так. Угу. Это, я так понимаю, у нас основная локация. Из нее, как из хаба, короче, мы будем шастать по разным этим, в разные стороны. Заперто. Ну, сейчас по-любому будет путь один. В какую-то одну определенную сторону. Это клубки. Да. Порох. Вон сколько я всякой фигни набрал уже. Час почти игры. Так, ну-ка, а если присесть? Тут можно что-то? Нет. Окей. В четвертой части, раз уж тут можно везде лут выбивать, ну, в смысле, какие-то сокровища и так далее, в четвертой части мы что находили всякие побрякушки, висящие где-то сверху. Кстати, про ворон можно не забывать. Да-да. Так, давай по стеночке тыкаться в разные штуки. Ага, снова шестигранник нужен, как и там. Ну, прикольно, то, что вот это вот все отмечается на карте. Если ты где-нибудь заплутал, то окей. Обломки. Такая груда металла нужно, чтобы сделать всего 15 патронов. А, по-моему, одной шестеренки будет достаточно. Вот ворона. На остальных бы я не умел. Выпало что-то? Угу. Бамбулики. Перезарядимся. Да баш, какой красивый. Элита. 10 патронов пистолет. Ну, качать я его, наверное, не буду. Хотя, да прижмет, придется и качнуть. Замок Димитровск. К бабуле сейчас пойдем. Давай смотрим, короче, все по порядочку. Кладбище, может быть, какие-то сокровища тут, ну. Сюда нужен эта кнопочка. Еще что-то. Так, встать не получится. Ева. Июнь 909 и 10 лет. Пусть сон твой будет недолгим. Это он читать не хочет. Выборочная. Что за язык вообще?
Права. Хорошо. Ну и в принципе-то все, да? Да. Не вижу смысла тут еще что-то, хотя... Тут на деревьях может же быть тоже. А вот сюда, походу. Хотя нет, дальше. Так. Что-то может быть на деревьях полезного висеть. Ну, судя по 4-й части. Мы создали эти козьи обереги, чтобы защитить деревни и людей. Всякий, кто сломает их, познает гнев матери Миранды. А ничего то, что тут оборотни нападают, как бы... Ну, по мне так это оборотни. Какие-то ликаны, короче. Козьи обереги точно против них помогут. Надеюсь, я все не испортил праздник. Не думал, то, что правда эта штука разобьется. Ну окей, разбилась так разбилась. Чтобы попасть в замок, я так понимаю, нужно 3 хреновины сюда воткнуть. Да, все заработает. Так. Давай мы сначала по периметру пробежим. Сейчас явно никто нападать не будет. До первого босса, я так понимаю, тоже, как до Китая рака. Максимум 1-2 врага. Ну, тут явно закрыто. Да. Тут у нас склепы какие-то, кладбища. Максимум 1-2 врага. То, наверное, не скоро. Ну, пистолет можно, в принципе, наготовить. Ну, там у них церковь местная, значит. Ну да, куча иконок, алтарь вон. Димитреску. Я так понимаю, это все будущие наши эти, как вам. Это, возможно, мутировавший мужик со здоровенным молотком. Раньше. Если в деревне случится беда, отыщи родовые гербы. Один из них находится в церкви, другой в доме Луизы. Ну, как-то вращать можно, да? Ну, понятно, спасибо за подсказку. Это первый герб. Один. Один находится в церкви, это и есть церковь. Почему не записаться, если дают возможность? Правильно. Так, ну и все. Да, тут это очень набожный тут тусовался. Так, тут еще один проход. Который вот там вот туда ведет, наверное, к дому Луизы. Подожди, рано туда лезть. Я еще не все осмотрел, по-моему, до входа сюда. Хотя подожди. Да. Видимо, это вход в замок. Вот так. Надо второй. Второй герб мы найдем там. Ну, по прямой, короче. Ну, в принципе, как и в 7-й части, мы до каждого босса будем добираться, как бы, то есть босса прошел, типа, все, другая локация, другие эти, как его, другие эти будут пейзажи, так сказать. Я видел обломки. Да, повнимательнее надо на деревья смотреть. Где-то
Может быть, кто-то порезал. Ладно. Че, короче, потыкали дальше по прямой, куда нас тащит. Наверное, нет. Ну, там, наверное, герб какой-нибудь возьмешь, и потом этим гербом можно полдеревни скрыть. Метроидвания, вся фигня. Угу. Будут нападать. Причем со всех сторон. Даже мина. Ну ни хрена себе. Меня готовят к военным действиям, что ли? Хотя нет, это пока что пугает просто. Но должно быть где-то такое прям нападение с обороной. Как у нас это было в 4-й части, типа отобьешься от сцены, вся фигня. Так, давай, наверное, скрафтим мы побольше лута. Трава, реагент. Подожди. Блин, ну, порох-то нужнее так-то. Предмет создан. Три аптечки. Все. Патронов, слушай, много. Но если на каждого ликана будет уходить по 10 патронов, то... Тихо. Угу. Они вообще в разные стороны разбежались. Если на каждого ликана будет по 10 патронов уходить, то 6 человек я максимум могу завалить. Вау. Причем они где-то рядом. Но не нападают. Там, я думаю, где-то. Ладно, давай ввяжемся в драку. Что, колесо какое-то или мужик стоит? Это я обхожу какой-то дом. Что за дом? Нет, это даже не срезка, кстати. Бля, очень хочется переключиться на дробовик, чтобы тупо спокойнее было. Там, ну, тупо раз, парочку раз попадешь в башку и окей. Но у меня всего 4 выстрела. 5, 6. И одна мина. Но с миной, конечно, прикол. Но они если нападут, то нападут сразу вдвоем. Причем в этих кущах ни хрена вообще непонятно. Вот он. Это специально, чтобы я башки его не видел. Так, ну -1. Это тут он, да? Попал в голову. Ребята, они прям в ноги бросаться тебе.
Угу. Сейчас, глядишь, повезет, может быть. Научимся хедшотить. С левой стороны, по-моему, кто-то. А, будет третий. Че не перезаряжался, стоял, смотрел на него. Так. Я, короче, запутался, откуда я пришел. Рука. Ну, по идее, все, сейчас больше врагов не должно быть. Че тут? Обломки. Спасибо за обломки, но бокситки-то нету. Ну, в смысле, вот этой вот хрени. Что там? Реагенты. Вот это реагентом почему-то уже решили называть. Не, раз вы уж трилогию делаете, чтобы людям было привычнее слышать, ну, читать, назвали бы также эпоксид и все. Смысл-то один и тот же. Плане разные. Телега на мне не собирается их. Слава богу. Опять обломки. А вот патроны для дробаша это, конечно, здорово. Короче говоря, что у меня примерно сейчас чуть-чуть получше получалось. В том плане, то, что почаще попадать в башку. Хотя вот через эти кущи, по идее, вот так вот, когда у тебя стоит враг, вообще ничего не видно. Он тут сливается. Вот, в этом и сложность. Ну ладно. Я не о том, то что дают, ну, точнее, сколько я примерно считаю, приблизительно прикидываю, сколько у меня на одного врага ходит патронов. Их врагов будет до хрена, а патронов будет мало. Так, может быть, что-то на чучеле висит полезного, нет? Там прям на главной заставке это чучело есть. Так, здесь я был. Блять, вот сжечь бы всю эту солому. Я бы был... Так, сейчас. Тут кругами хожу. И ничего не понимаю. Ну, очень хочется найти что-нибудь полезное. Я тут на ребят сколько патронов спустил. Патронов. Ну вот этот дом Луизы. Это понятно. Так, вот здесь сарайчик получается, да, до телеги один. Я типа тут все обошел. Надеюсь, что все собрал. Здесь двери тоже ничего. Постараюсь повнимательнее игру изучать, чтобы, ну, не лететь, как в 7-й части, сломя голову. Потом прыгал уже 3-й стрим, 2-й стрим, уже финал. А побольше лута пособирать. Повнимательнее осмотреться, так сказать. Может быть, даже обсудить некоторые несостыковки сюжета или графического инфантилизма. Закрой дверь! Ну... Эй, ты что здесь делаешь? Назад. Нет, не трогай. Эй,
Можно мачете Спокойно. такое же. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Деда укусили, по-моему. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. Понеслась. Сейчас будет замес. Тут очень опасно. Твой отец может ходить? Что, не видно? Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо! Я попробую залезть. Да, он сейчас таким же ликаном дед И не станет шумите. просто, и все. А я пока открою ворота. Так, прежде чем в ворота всякие дергать, давай-ка мы осмотримся, что есть. Угу. Дед, дай мачете, оно прикольное же. Че я с этим ножом? Оно как пуколка для этих ликанов. Здоровье у меня примерно на 2 укуса. Не более. Угу. Полезно. Снова уже 3-я, короче, встречается. Типа из колодцев я буду что-то доставать или сам туда прыгать? Черепаха. Ниндзя. Ебать, не дует вообще. Забаррикадировались. Да, наверх. Ой, порох. Порох. Угу. Ну, в этом доме Луизы я по-любому должен найти эмблему, вторую, которая откроет нам ворота к этому, к замку. Сортир. Мы и Жо. Полетели есть реагентик. Так, давай туда что? Крафтим по возможности. Патронов. Да. Давай патроны. Угу. Я вообще не могу привыкнуть, то что реагент нужен для этого. Только для хилок. А для патронов нужен порох и ржавые обломки. Вот по 7-й части они, вот видишь, как они приучили, короче, что у тебя эпоксидка, она, с нее можно все что угодно сделать, типа. Главное ее иметь в наличии. Поэтому сейчас тяжело привыкнуть. Ну ничего, я думаю. Часик другой, и все это привыкается. Двери пока мы никакие дергать не будем. Давай посмотрим амбары там туда-сюда. Что мешает ему просто взять и выломать это вот 4 самореза? Ну или просто дернуть за деревяшку, и все, она сломается же. Что-то надо. Ладно, я понял. Но в доме-то Луизы по-любому меня должны окружить, так что давай подготовимся. Надо впустить этих двоих. Нужно, короче, им дверь открыть. Иначе меня в дом не пускают, да? Да, только они шарят, как Луиза. Луизе попасть. Ну ладно. Идем, скорее! Скорей, скорей! Ну, дед не жилец, по-любому. Побыстрей ты не мог. Да ерунда. Нахуй ты пошел. Могу вас вообще там оставить. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь Да ведь ничего. безопасно. Правда? Точно безопаснее, чем там. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? А все, дед уже превращается во все. Нам Нормально. нужно попасть внутрь. Так попадайте, чё?
Я же уже двери подергал, там не открывается ничего. Папа, Что надо? потерпи еще чуточку. Дай мачете. Мужик, ну тебе нам не надо все равно. И давай меняться. Я тебе нож, ты мне Как вот много такой. крови. Какой кровь? По-моему, у него только ебло разбито и все. Эй, кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза, открой мне, это Елена! Тихо. Не ори. Они Знакомая могут картина. услышать. Юлиан, спокойно. Кто это? Это друг, А ну назад. отец! Юлиан, бога ради, впусти нас! Нет, они чуют кровь. Ты погубишь нас всех. Мой отец умирает! Нас это не волнует. Кто-то пришел? Юлиан. Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Это, я так понимаю, Луиза, да? Хватит. Они наши друзья. Прошу, входите. Ну же, сюда. Ты не из деревни. А что, не видно? Нет. Я... mr.tost. Юлиан, А это та пройдись часть, вокруг где дома. здоровая баба. Да, 8-я, крайняя, так сказать. 2-я из трилогии. Ну, в 21 году вышла, который. Считается игрой года 2021. Тут ее недавно признали. Мы все проверим. Все, иди. Здоровую бабу зовут Леди Димитреску. Так, сиськи, как дом. Ну, С мою голову, раз ты наверное, друг одна. Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. У них у всех какие-то слишком бледные глаза, прям пустые какие-то, Жди здесь. Я схожу к остальным. почти белые. То есть глаза не имеют окраски как будто. Так, ну подожди. Это давай. Луиза. Они снова пробрались и унесли скот. Если так пойдет дальше, боюсь, нам до конца зимы не дожить. И Эрнест до сих пор не явился. Везде его обыскались. Неужто матерь Миранда отреклась от нас? Не, блять, исключено. По местной локации. Сюда. Да подожди ты. Как же не пойти домой, не посмотреть, блядь, фотоальбом? На, это будущие локации, где мы будем боссов валить и так далее. Причем, по-моему, завод это финишная. Почему-то лавочку нельзя было вынести на улицу. А вот на улице негде сидеть. Давай дальше. Это кофейник у них такой? Да не, там, наверное, что-то должно храниться, типа сахара какого-то. Охуенная картина вообще. Вуэль просто засохла. Еще лучше. Ну тут хотя бы хоть как-то постарались. Стоим. Ждем. Наверное, на дырку закрывает. Вот Простоквашино. сюда. Всех же ждут. О, нихуя там у них сходняк вообще. Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Тихо, Антон. Как нравится, когда начинают материться в играх. Ну, пускай это немножко неуместно, но тем не менее, как бы. Это что, говорит, за хуй? Тихо, Антон. Антон, кстати. То до этого Юлиан, Луиза, тут Антон. Первый, кто сматерился, это был Антон. Он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан. Я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще?
Антоха бухает, короче, и матерится. Кстати, у Антона голос знакомый. По-моему, это кто-то из актеров озвучки, ну, прям не знаю, ну, типа, прежде всего, кто голосами озвучивает, их там всего там, по-моему, человек 10-15, которые знамениты. Вот голос у чувака, который Антона озвучивает, очень знакомый. Какой-то калека! Подожди, это случайно не Кубик в Кубе? Вот голос очень знакомый. Тупая плакса, блять! И Да точно, ну, это Кубика голос. ты впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья. Хотя, может, я ошибаюсь. Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Ну, на самом деле, матерится среди всех только Антон, короче. А этот, как его, всех там зовут Луиза, там, Роксана, там, и так далее. Пьяных, старых. Это странно. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту. Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. И рва... А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то. Он за подмогой. Да, он пошел за подмогой. Он скоро придет. Помолимся за него и за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. 1,5 землекопа. Молитва тут явно поможет. Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы решить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти мы вас славим, Матерь Миранда. Очень странная молитва. На каких-то сектантов больше похоже. Из пучины тьмы там Матерь Миранда. Ну да, это сектанты, походу, какие-то. Чай, наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Шаман местный. Больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что, сука, творишь? Все, деда понесло. Леонардо, ты что? Тебе плохо? Неплохо. Все, дед лекал, короче. Назад! Я говорю, мы желез. Надо было его уже дома стрелять и все. Бородка. Он нас убьет! Бежим скорей! Надо было у него еще тогда мачете забирать. Отпусти! А? Да он живой еще. Стреляй, ёпта. Отвали! Стреляй в батя. Бац. Добивай. О, боже. Взяла еще дробаш, Мне очень бросила, жаль, вот дура. отец. Слушай, это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Он там хрюкает, он живой еще. Елена,
Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом... Так, подожди, она сначала стреляет своего отца, потом пытается его спасти, пока он в образе ликана с дробью где-то в пузе, там неважно, куда она ему стреляла, его заваливает в огне под обломками, и она орет: отец. Моя женщина. Ты сейчас рухнет! Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет. Я буду Нам нужно догорать выбраться. с батей. Мы сможем. Пока она ноет. Давай лутанемся. Я не знаю, может быть тут что-то есть полезного. Хотя да. Зачем бы вот что-то нужное выкладывать? Типа сюжетка. Вот трава. Заныкай. Пока не тарелку туда пришпандорили. Это ж типа глиняная. Тарелка, керамика, печка глиняная. Они ее прибили, что ли? Вот все бутылки вина тут необычайно здоровенные. Они прям 2-литровые тут. Разрабы, наверное, винишко полюбляли сильно. Почему-то тут какое бухло не показывают. Хотя вино это не очень-то деревенское было. Возьми отвертку с брелока, если понадобится. Понадобится. Возьмем. Хотя, да, тут прям винодельня у них целая. Ключ от грузовика. Осматривайте предметы, чтобы найти новые подсказки. Повращаем. О. Отвертка. Отвертку использовать как отмычку можно. Это патроны для дробаша. Я не знаю, я их взял, нет? А, вот он. Ну, как обычно, дают по 2 патрона. Делай с ними что хочешь. Угу. Очень похоже на самогонный аппаратец. Куда это все уходит? Куда-то трубки идут. Так, ну и все, да, по идее? Тут больше брать-то нечего. Заебись, ягодки прогрузились спустя полгода. Возвращаемся к барышне. Черт, быстро разгорается. Поехали, дура. Отвертку мы потом где-то используем. Определенно. Что ты задумал? Отойди. Я попробую сломать. Что же он задумал? Здесь кино посмотреть. Что он задумал? Полдома горит. Машина не может это снести. Толщиной 1 кладка кирпича. Итан, ты в порядке? Я цел. Помоги подняться. Все, она уже за батю не переживает. Надо выбираться. Ну, естественно. Валим, тетка. Теперь только наверх. Логично. На крышу и с крыши прыгайте. Держись. В сугроб. Залезай. Снега там, в принципе, хватает. Подумаешь, Идем. только ноги отобьешь и все. Спокойно. Пошли, баба. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Платок на морду натяни. Спасибо, Итан. Ты добр. Можно даже нассать на него. А твоя
Твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда выберемся, может Все, она уже за батю не переживает. Уже нормас. Но Давай, батя еще должен выбери. появиться на горизонте. Нам Вот, туда это выход. Слава богу. показал Итан своими 3 пальчиками, потому что это единственное, что у него осталось. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить. Да Их хватит там орать мне на много. ухо, я вон туда хочу Не посмотреть. говори так. А на стеллаже Найдем что-нибудь может безопасный есть. дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она Батя в том идет. замке. Нет, Там батя в хрипит нем нет ничего. Лишь кровь и внизу, смерть. теперь слева. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Батя слева Отец! внизу. Елена, нет. Отец мертв. Это уже не он. Ленка! Отец! Стой, сейчас Он все. позвал меня. Ёбнутая. Стой там. Давай, дай мне руку. Уходи! Спасай дочку! Я буду гореть с батей. Давай руку. Твою мать! Твою мать, какая же она тупица. Первый Почему все беспонтово. вокруг умирают? Я ни хрена не понимаю. Первый беспонтово слитый персонаж. Баба очень тупо была мертва, погибла в огне. Итан орет: нет, почему все умирают? Может, потому что ты притягиваешь опасность? По-моему, Итан должен был уже привыкнуть еще с 7-й части, когда он бабки-пауки здоровенные за ним ползали, когда дед там воскресал 8000 раз, когда все превращались. Тостер. Вот что у них за манера, вечно по каким-то странным деревням лазят. Да и к тому же ум у них как у хлебушка. Вот насчет ума, как у хлебушка, я согласен, а то, что вечно по деревням лазить, ну, его везли туда вместе с его ребенком. То есть Крис Редфилд, ну, все знают Криса Редфилда по этому, по всем частям Резидентов, наверное. По-моему, он почти во всех был. Ладно, не суть. Крис Редфилд и ее дочку, ну, жену ёбнули с 7-й части, Мию, которую я уже когда-то убивал, ну ладно. Она должна была типа выжить, родить мне ребенка, жену ёбнули. Крис Редфилд приехал, должен был и ребенка забрать, и меня. Ну, то есть Итана. Вот. Ребенка утащили в неизвестном направлении, а он очухался у разбитого фургона. Причем, кстати, аварию даже не показали. Как-то так. Поэтому он в деревне оказался. То есть в 7-й части мы бегали по дому, а тут локация расширилась. Увеличили время геймплея, видимо. Понимаю. Задолбало не понимать. Видимо, жаловались разработчикам, то что 7-я часть довольно-таки коротенькая была. 8-ю сделали в 4 раза длиннее. Поэтому тебе деревня в расход. Бред какой-то. Кач оружия. Какого хера это снова началось? Черт! У него отсутствует мизинец и безымянный палец. Он как черепаха-ниндзя с 3. И он берет, короче, перемотанной рукой, бьет в дверь и орет, типа, какого хера это началось? Чтобы что, блин, просто получить болевой шок и вырубиться нахрен? Какого хера это началось? Так, забираем наконец-то. Вот. То есть ножом он один болтик не мог выкрутить. Ему нужна была именно отвертка. Там война уже идет. Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй!
Первый босс, я так понимаю. В будущем. Кто это? Матерь Миранда, он же сказал. Короче, Итан, как обычно, не отдупляет. Кто? Что? Что я здесь делал? Что произошло? Я не знаю, ну, может быть, конечно, разрабы рассчитывают на ту тему, что люди не играли вообще в 7-ю часть. И типа тебе еще раз, ну так, игра для общего, так сказать, пользования, тебе еще раз разжевывать сюжет, чтобы ты нигде ничего не пропустил, вопросов не задавал. Ладно, пойдем к бабке. Смерть, да. Смерть настигла их всех. Ко мне повернись, что ли. Аншлаг, аншлаг. Как Регина Дубовицкая смеется. Все, разговор окончен. Блять, стоит палка, что-то скребет. Символы рисуем, да? Это, кстати, знакомый символ. Хрен бы с ним. Пошли эмблему втыкать. Сейчас я должен оказаться почти в самом замке. Да я чап Аллах. Что, по властности подзатыльник? Такого нельзя, к сожалению, делать. Лишь кровь и смерть, да? Максимум ее можно ножом поранить. Девальфо от А все, она уже исчезла. БМД. Доброго времени суток. Здорово, Вольфут. Все, бабка уже исчезла. Ну, естественно, она уже исчезла. Так, ну все, идем в замок, и там мы будем потихоньку разматывать, короче говоря, у леди Димитреску, у нее там типа, ну, как, сестры, служанки, что-то такое вот. Черные вот эти вот сволочи. Одна из них Миранда, я так понимаю, зовут. Будем постепенно вникать в лор. Вот. Я думаю, если что-то было бы в воде, то, скорее всего, оно бы мигало. Знаю резиденты. Ну, замок так замок. Кстати, каноничный фонарик мне не положен, ну. Хотя не очень-то каноничный. У нас в первых 3 частях фонаря не было. Угу. Заперто с другой стороны. Но мы где-то близко к первому боссу. Я так понимаю, это забродившие ягоды. И они типа... А, яблоки. Они типа в плесени все. Тут нормальный. Хотя зима на улице. Конечно, есть сорт озимых яблок, которые только срываешь, короче, и они их срывать нельзя. Они только зимой поспевают. Летом они типа просто, ну, безвкусные. Девальфо от БМД.ГГ. Нет, Миранда самый главный босс. Я думал, это первый босс. Ну, то есть тебя вводят какое-нибудь имя, и сразу же этот босс будет рядышком. Ну, окей. Самый главный, значит, самый главный. Они же Миранде это и молились, значит, это божество. Местное. Короче, эти яблоки не похожи на зиму. Идем дальше. Я думал, что здесь можно пройти. Нет, так нет. Надо же. Вот этот мужик Я был на думал, никто фотографии. не выжил.
Ты, видно, не слабак, да? Он, походу, джедай. А ты что за мудак? Оу, так ты... Сквернословит потихоньку игрушка, но, в принципе, все на балансе. То есть, не перебирает с матами, это хорошо. Этот кот Базилио, короче, он, походу, джедай, и он был там на одной из фотографий с правой стороны на алтаре. Там, где Миранда, там, где Митреску, тёлки всякие, и вот он тоже там Не был. местный. Еще лучше. Матерь Миранда будет очень довольна. Он металлом управляет, ясно, понятно. Я так понимаю, Итан не человек. Столько увечий вынести, но не каждый может. В смысле, вообще нереально. Да не ной ты. Почти пришли. Да я не знаю. Я просто еду. Раз везут, почему бы не прокатиться? Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же, я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим в них кровь и наполним ею для вас бокалы. То есть... Да заткни! Вон тут вся пиздобратья с левой стороны Димитреску. Потом этот кот Базилио, вот этот горбун тут тусит впереди, я так понимаю, это Миранда. И вот кукла, это одна, по-моему, из служанок Димитреску, либо просто отдельный босс, короче. В общем, это вот раз, два, три, четыре, пять. Вот это вот пятерка, короче, главных боссов. Идите нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, Кукла а мы скучать? прикольная. Лучше отдай его мне, и тогда все поразвлечут. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелища? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Это главный босс. Гейзенберг, его судьбу решишь ты. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя, а его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты... Кстати, леди Димитреску, она выше, чем Немезис. То есть у нас Мистер Икс самый мелкий. Потом идет Немезис, он что-то там 2,60, по-моему. Мистер Икс 2, что-то 30, по-моему, метра. А леди Димитреску, по-моему, 3,15 ростом. Если я не ошибся в цифрах, но она типа самый длинный из этих, из сталкеров, которые за тобой бегали, в принципе, в резиках. Противишься решению Миранды. Для тебя твои железки важнее, чем любая О, конечно, а ты все жрешь, и тебе вечно мало. Эй, меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо. Твари и господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Кукла самая прикольная, Димитреску самая такая колоритная. Итан Уинтерс. Готовься. Базилио такое себе. 9, 8, Мне дают время, чтобы убежать. 6, 5, 4, 3, Ну прыгай ты, мужик, ну чё ты? 2, 1. Начали! Прям бегущий человек. Господи боже! Беги, беги или умрешь. А до этого он так не умел делать.
Молодец, Итан! Не благодарим. Это он же? Или это другой? Либо тут два мужика с молотками, либо он мутирует постоянно. Ну, типа захочет большой, захочет маленький. Я не знаю. Ты все еще жив? Твою мать! Мать твою. Ну, поскакали, че? Куда? В какую сторону? Ликанам, наверное, будет не очень. Сука! Она их курва. Да уж, они не соврали. Ты и правда живучий. Подумаешь. Он только начал, по-моему, выживать. Оу, По-моему, ты же нереально не вот это. надеялся, что я тебя отпущу? Мне нужно развлекать Донну и Моро. Поэтому мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал. По-моему, надо наручники туда ссылать. Обожаю свежий Нет. Ну, давай еще раз. 4 лорда деревни. Господи, Миранда что, за лорда не считается? Беги, Она типа мега-лорд. Ну, определенно сюда. Молодец, Итан! Давай пропустим, да? Пропускай. Вот, так пошустрее будет. Потом это смотри, тут смотри. Одно и то же. Сука! Она и курва. Да уж, они не соврали. Ты и правда живучий. Пробел не работает, когда он великий свой. Ты же не надеялся, что я тебя Вот отпущу? тут можно заныкаться. Мне нужно развлекать Донну и Моро. Я увидел Поэтому карман, так сказать. Мы начинаем изумительный, Где сховаться сочащийся кровью финал. Он автоматически руки туда пихает. Свежий фарш по-американски. Хотя в реале, если так руки сунуть, ну, не поможет. Вроде жив. Стоп. Такие Розовый шипы? психов? Такие шипы, как бы тебе наручники не распилят. Как бы быстро они не вращались. Скорее тебе руки намотает просто на них и все. Ну и оторвет к чертовой матери. Патроны для пистолета, но которого у меня уже нет. А, нет, смотри-ка. Мне оружие ставили, как благородно. По идее, сейчас на меня даже нападать никто не должен. mr.тостер. Почему поможет остаться без рук и головы? Ну, скорее всего, как бы, ты, если, допустим, руки вот так вот поставишь, как бы, тебе навернет тебя на эти шипы вместе с наручниками. Тебя, ну, запястье, наверное, так быстро не оторвет. Тебя просто намотает на эти валы и все, как бы. Ну, нереально просто вот об эти такие шипы, как бы, металл, блин, разрубить. Ну, это бред, конечно, разрабов. Тут ловушка. Как это работает? Просто неохота еще раз переигрывать вот эту вот часть с вращающимися жерновами. А, это уже, видимо, сработалось. Ты было украдено до нас. mr.тостер. Короче, не по ТБ. Вообще не по ТБ. Абсолютно. Ну, сказка, блядь, чё ты хотел? А, я думал, это кит какой-то валяется с желтым пузом.
Ну, спасибо хотя бы за тени. Дурацкие, но спасибо. И открыто. Угу. Вот она что. А мне туда же? Точно, в прошлый раз вы мне не дали это сделать. Пришел Базилио. Да, я понял. Яркий свет. Я понимаю, они тут чуваков слушают. МХФДТ Пит. Вунь. Рент. Спасибо за буквы. Надо не забывать отстреливать ворон по возможности и этих, как его, клетки смотреть на деревья. Вон уже ворон, что-то. Какую из них? С одной только лут выпадает. Вторая сразу же улетает и не успеваешь настрелять. Окей, пусть будет это. Да что за хрень тут творится? Короче, постоянно у Итана вопросы. Причем одни и те же. Как будто он получает на них ответы. Но ноги не прибиты, кстати сказать. Как и руки. Все чисто связаны и все. То есть он просто замерз. Он не подох от каких-то болей, мучений. Просто задубел. Ну, в принципе, не такая уж и это жесткая казнь. Что-то где-то позвякивает такое. Как будто в это можно стрельнуть. Ну ладно. Не видно, так и хрен с ним. Давай дальше ворон полить, я не знаю. Вас-то я и ждал, мистер Уинтерс. Откуда вы меня знаете? Высший свет от таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок вам не кажется подозрительным? Ага, и вы тоже. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. Действительно ли всем? Я бы хотел немножко проституток и кокаина. Кстати, если этот герцог спал, короче, он, я так понимаю, он ровно помещается только в свою кибитку. Если он спал в этой кибитке, откуда он узнал то, что я свалил от этих... Тостер. Это я на максималках. Лет через 20. Если двигаться перестанешь, то да. Откуда этот герцог узнал то, что я убежал от этих лордов, когда это событие произошло минут 5 назад? Василий Потешин. А мне Василий Потешин сегодня в ночь на работу. Ну что ж, смелый. Василий Потешин, а выпить сигаря не хочешь? У меня есть новинки. У меня в ночь. Так, припасы. Оружейная. Кошелек. А что нам кошелек? Кристальный череп. Это, наверное, я так понимаю, продать можно, да? Патроны для пистолета, дробовика. Вот это что? Ага. Это то, что у меня конкретно содержится. Мина. Я вот не думаю, то, что я буду минами пользоваться. Продаем мину. Помалу, а там, глядишь, будет много. Согласен.
Василий Потишин. Так спать иди тогда. Да нахер я на работе отосплюсь. Я сейчас на дамбе работаю, там кроме холодных ветров ничего нету. Там даже связи нету. Там нету интернета. Ну сидишь какой-то. Там даже заняться реально нечем. Я вчера от нихер делать. Если захотите усилить оружие. Вчера в утреннюю смену от нихер делать, аж все вокруг своего участка начал снег чистить. То есть, там, где трактор должен проезжаться, я вместо трактора похерачил. Ну, просто реально заняться нечем. Там даже просто валяться на диване устаешь. То есть, прикинь, насколько там... насколько там трешак, то что аж лежать устаешь. Пистолет дело такое. А вот дробаш может пригодиться. Если мы его улучшать не будем. Вот будем ли? Вот это вопрос, конечно. Перезарядка. Да такое себе. У меня всего 2800 бабок так-то. Угу. Урон максимум 4. Ну тут то же самое. Я думаю, пистолеты тут будут даваться и дробаши потом позже. Судя еще по ячейкам... Василий Потишин. Ну, коль снег любишь чистить, сегодня у тебя будет много развлечений. Да, наверное. Мне-то чё? Я себе сериалов накачал. Снег у меня есть. Найдем, как говорится, чем себя занять. Вот тут, короче, ячейки 2 штуки. Вот здесь одна. Такое ощущение, то, что это как-то можно запихивать туда какие-то, может быть, драгоценности или что-то такое. Ну, как обычно в этом РПГшках бывает. Припасы. Это у нас что? Большой магазин. mr.тостер. План на смену составил. Ну да. Надо сегодня Шерлока досмотреть. Какой-то 4-й сезон. Ну, можно, допустим, полобать во что-нибудь. Типа каких-нибудь черепашек нельзя пройти. Это такое увеличит количество ячеек для предметов снаряжения. Но это чемодан большой, 10 штук он стоит. Снежок почистим. И вчера он тоже начал еще масло перепускать, хотя это нахер никто не делает. Перепустил он масло, почистил снег, воды натаскал. Ну там бабки что одни работают в основном. Схема мины. Научитесь изготавливать мины с помощью меню. Минер с меня такой себе. Снайперские патроны. Штука хорошая. Кстати, тут снайперка, по-моему, это самое типа мощное оружие в игре. Патроны для дробовика. Бля, вот это вот интересно, кстати. А может пригодиться. 3 штуки это дело. Подожди. Нет задачи важнее, чем добыча товара. Василий Это Потишин. чего Ты важнее? тоже бабка. Ха-ха-ха-ха. Я еще та бабка. Лютая. Возьму тебе в зубы напердю как-нибудь. Так, чувствительный спусковой крючок. Модуль для ружья значительно увеличивает скорострельность. Так, подожди, тебе отдельно можно, короче говоря, просто так прокачивать пушку, и плюс еще какие-то модули к ней докупать. Пизду, короче, нахуй ни на что не хватает. Мне Брюху не ему, блядь, терпится прострелить увидеть только. ваши новые находки. Да, были бы они. По-моему, где-то, если не ошибаюсь, от герцога. Не-не-не. Там где-то герцог должен быть еще на какой-то большой площади. И на ней, если поискать, по-моему, можно выстрелить в какую-то хрень. Дарья Кононенко. Привет. Привет, Дарья. Как и обещал, проходим 8-ю часть. В принципе, 2 часа уже геймплея прошло. Так, ну тут, естественно, все в коридорчик.
Естественно, ничего нету. Ладно, потыкали. Замок Димитреску. Если не ошибаюсь, в какой-то момент она начнет, короче, как сталкер. Она начнет как сталкер за тобой ходить. А можно разбить? Да? Короче, стекла у нас бьются. Слава богу. Вазы. И вазы бьются. Что-то как. Короче, лишние бабки я сейчас пока сливать никуда не буду. Попробуем подкопить и, может быть, взять что-то стоящее. 5 января. Редник. Или редник, я не знаю. Доставил одного мужчину, 3 женщин. 28 января. Матерь Миранда встречается с госпожой Димитреску. 1 февраля. Герцог. Деловые переговоры. Чему это? Ладно. Это вот вся пиздобратья, короче. 3 дочки. Белла, Кассандра, Даниэла. Я так понимаю, то, что они потом все мутировали и стали плохишами, короче. Ну, доски вроде увесистые, не должны сломаться. Еще 5-хаточка. Нормас. Ну, тут, походу, с деньгами вообще проблем нету. Безрезультатно. Хотя ценник довольно-таки кусючий тут. Ну, типа за курок 9 штук отдать. Ну. Что там того-то, что тебе не за каждого ликана еще бабки-то наваливают. Красота-то какая. Лепота. Обойки-то уже подклеились. Бля, я думал, лифчик висит. Мужик, как дела? Заперто с другой стороны. Вон. Я особо-то и не наставил. Стулья. Можно как 12 стульев попробовать разрезать и найти там бабкин клад. Утром стулья, вечером деньги. Или наоборот, он говорит. Утром деньги, вечером стулья. 220 рубасов. У нас тут местная валюта, это леи какие-то. Может быть, леи органы, я даже не знаю. Угу. Кстати, пол и вот прям зал с этими колоннами очень похож на первую часть, только стола посередине не хватает. Круто ее. Меня уже ждут. Аристотель? Какой же? Близнецы. Так, снова записочки. Укрой маской слепой взор. mr.тостер. Мне кажется, ща тебе лицо бить будут, ворвался в дом, начал мебель крушить. Звукотелки. А ты говоришь, лицо будут бить. Да. Она мне просто в ногу серп воткнула. Ну, не знаю. Кстати, у Итана часто страдает вот именно вся левая половина. То ему пальцы, блядь, отрежут, то руку распилят напополам. Он постоянно. Никогда правая не страдает, только левая. Василий Потишин. Это типа его дочки. Ну да, дочки Димитреску, они вот жукотелки, короче говоря. Это понятно. Они мне, короче, напоминают, вот леди Димитреску напоминает графа Дракулу, а вот эти вот 3 манды напоминают его этих служанок, которые из этого Киану Ривза кровь сосали. Ну, в оригинальном Дракуле 92-го. Кровь? Да, кровь.
Мама, прими добычу. Василий, потише. Дочки, Время вы спать. так за... Ну да, Брэма Стокера, да, Дракула. А режиссер этот какого? Блядь. Из башки вылетел. Сука, не Даррен Аронофски, а как же его? Ладно, не суть. Заботливы. А ну-ка, посмотрим. О, Итан Уинтерс. Ты сбежал от моего братца и его забав? Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама. Да, Дракула, я же говорил. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Колоритная дама. На Фрэкенбок еще похоже. Что вы делаете? Что? О, подожду сколько хочешь, Итан Уинтерс. Отпустите меня! Она просто, короче, в комнату, как Гендальф заходит, и пригибаться приходится напополам примерно. Хотя двери, короче, когда Интерс... приблизительно ту же самую дверь по росту Винтерс проходил, там до двери еще, наверное, метра пол оставалось. Ну да, то есть Димитреску самый большой персонаж среди всей линейки резидентов, то есть выше Немезиса, получается. Вон этим сучкам сколько остается. А меня, короче, сушиться оставили, да? Как в облу. Бывает. Придется руки отгрызать, короче, чтобы слинять оттуда. Осмотреться. Я не вижу своих ног. Ага. По идее, под его весом руки сейчас, точнее, кожа должна была уже рваться. Тем более тут у него пальцев не хватает, он уже тут черепашка с левой стороны. Ладно, давай отсюда начнем. Ага. Я только правой могу делать что-нибудь. Ну вот, это должно было еще под весом давно случиться, по-моему. Ссора чокнутых ведьм. Короче, болевой шок я не слышал. Волшебная вода. Все излечит. Интересно, она может спид излечить какой-нибудь там? Гонорею на всякий случай. Здорово, Серега. Серега, всем привет. Хорошего стрима. Спасибо, спасибо. Конника как-нибудь ногой-то можно пнуть? Или ноги тоже у него, да? Изувечены. Алый бокал. Жердяя продадим. Бля, кресло прикольное, кстати. В нем стопудово прикольно бухать. Пердеть, наверное. Но его тут, по-моему, мыши драли. Он довольно-таки старый. Кстати, если это спальня Димитреску, тогда у нее, короче, ноги должны где-то в коленях вот здесь сгибаться и потом ставиться на пол. Типа она не влезет в такую кровать. Если это ее, конечно.
А можно разбить? Вот. Я дотянулся. Странно, но дотянулся. Всё? Как это дверь хлопнула? Давай коникнем. Ну, должен же он как-то взаимодействовать с ним. Нихуя. Ну, видимо, не пришел час. Пробил час. Не остановишь нас. А подсвечник даже вообще не сдвинуть. То есть тарелку он расколол, а подсвечник просто он прибитый. Хороший клей. Зеркало без отражений. Ну, они вампиры, чё? Блять, ебать, одинаковые книги. Типа, сегодня я читал, по-моему, 6-ю справа. Или 6-ю слева. И все, короче. И попал ты. Больше ты не прочтешь ни одной книги. Будешь брать одно и то же всю жизнь. Ну тут хотя бы натюрморт поприятнее, чем в 7-й части. Там вообще же панкрок было. Замок несложный. Это понятно, что он несложный, но у меня ни отвертки-то не осталось, да? Да кроме ножа нихуя нет. Отвертка одноразовая была. Пиздец, просто, ну, ты попадаешь в какую-то передрягу, тебя отрубают пальцы, и ты берешь, выкидываешь отвертку, которая может тебе, в принципе, жизнь спасти. Идиот. Малолетний дебил. Но мне туда. Подожди, мы туда не полезем. Он уже намылился. Что там? 11 часов. Хоть в большом количестве не заставляет книжечки, записочки читать. Рады. Поздновато уже в 21 году лор поясняет с помощью записок. Так, ну все, полезли в камин. Йо-хо-хо, твою мать. Как Дед Мороз. Дедушка Мороз. Ля ты крыса. Угу. Ржавые обломки. Чей туфля? Кстати, а что это за веревка такая? Подозрительная. Что-то же она должна... Показалось. Кольцо с бордовым глазом. Хуяка ебло не пролазит, он как Винни-Пух сейчас застрянет. Будет орать, а не вытащит. Кинопредира. Ложись спать сегодня в ночь. Не, я ночью на работе отосплюсь. В этом цеху можно. Тостер. У них дымоход идет в соседнюю комнату. Я у мамы инженер. Да, я что-то не обратил внимания. Ладно, уже поздно туда возвращаться, меня, наверное, не пустят. Чего, серьезно? В доспехах прямо на месте члена дыра? Чтобы что? Чтобы он ссал спокойно или... главное, ебло закрыто, все закрыто. Стреляйте мне в член. Это прикол вспоминается, как это, типа, почему Робокопу никто не догадался в рот настрелять. Типа, я знаю одно кино, там, где в рот стреляет. У этого стопудово тоже дыра будет, ну, естественно. Но, кстати, этот стоит... А, не, они оба на подставке стоят. Реагент. Реагент. Серега, засними черный список в ВК. Я закодирован не пью вообще уже. Все Обломок закончилось кристалл. уже. Все закончилось. И тебя вылечат. Куда и меня они заодно. Розу? Я был уже в этом зале. Меня отсюда утащили. Подожди, там еще, по-моему, какой-то проход. Правда, видно херово.
Бля, ну и пиздец. Кто так делает эти, как его, доспехи? Ну это несерьезно. Дырка на члене. По-моему, щи такие, ну не щи, короче, яйца, надо в первую очередь закрывать. А они... Порох. Давай, короче, покрафтим маленько. Да. Кстати, я еще давненько не использовал эти хилки. У меня с помощью катсцен меня отхиливают. Так что, лайфхак. Кинопредира. Год на учете у нарколога стоять теперь. Права год не восстановить. Ну а что ты хотел? Хорошо, что в дурдом не закрыли. Радуйся. Ага, я с другой стороны, короче. Это какая-то головоломка? Тут 3 штучки. 1, 4. Сиськи, крылья. Башка. А нет, тут тоже сиськи, крылья. Ну тут, по-моему, они одинаковые. Ну так, чисто. На скидку. Да, эти фигурки одинаковые. Что туда надо ставить? Вариантов-то у меня немного. Я так понимаю, то, что этот вот ребус решишь 4 колоннами, и у тебя вот здесь открывается дверь. Кстати, я читал записку, а меня отвлекли эти мухотелки. Укрой маской слепой взор. Надо было взятку дать на учет, не встать, блин. Соплатник дал 3000 рублей. Ну вот, а ты не догадался. Теперь попадос. Еще и в личном деле типа отразится. Думать надо о таких вещах, прежде чем кодироваться бежать. Укрой маской слепой взор ангелов, чтобы спасти свою душу. То есть тут 8 слов или сколько? 9 тут слов, а тут целая поэма опять. По-моему, у них с этим... с лингвистикой проблемы. То есть, допустим, у тебя, ты видишь какой-нибудь текст, ну там плиту могильную, еще что-то там, вся плита исписана. Хотя тебе буквально 2-3 слова показывают. Это странно. Так, ладно, сюда какие-то пипки надо. Причем много. В виде батареек, походу. Не знаю. И дальше. А здесь прямо убранство похоже на этот, как его, вот Веронику. Уж очень похоже это все. Прям интерьер. Да не догадался я впервые в этой ситуации, даже Пахан с маман не знали. Спрашивать надо у людей знающих, прежде чем такие вещи вытворяют. Думаешь, это все только одним учетом у нарколога ограничится? Последствия будут. Должен понимать. Угу. Василий Потешин. Все найдешь, и будет финальный босс локации. Угу. Окей. Кто-то... Вам коллега с помадкой бычок или без помадки? Тут еще, по-моему, кто-то какую-то, блядь, кровь пил, я не знаю. Ну, с помадой, явно. Значит, у нас единственное с помадой, по-моему, Димитреску одна бегает. Снова эти рыцари с открытыми членами. Члены. Это хорошо. Что там, 5 патронов для пистолета? mr.тостер. Вася, а что искать-то? Да, я так понимаю, какие-то эти, какое, типа батареек, что-то такое. Ну, я когда найду, я обязательно об этом узнаю, потому что таких штук будет находиться много. Вот снова. Куда руку можно просунуть? Вот реально, кто ж так доспехи-то делает? Кстати, вот и для пальцев. Вот для пальцев я согласен, то что типа рука должна как-то сжиматься. Но вот это вот
Кто ж так делает? Цвета ваши пизда. Надо все лутать, прямо все. Василий Потишин. Там же написано было: закрой маской лицо и бла-бла-бла. В смысле, как в RDR 2 нужно, типа, натянуть на морду маску и все произойдет? Нет, вот, видишь, надо пипки, короче. Ну, это ладно, это потом. Таких будет много, вон, раз, два, считай, тут получается 6, 7, 10 штук надо таких найти. Вот когда у меня чего-то 10 появится, тогда можно спокойно сюда идти, загорится 5 огней и, типа, я вот захожу внутрь. Та-дам! Ладно, я там дверь открыл одну, срезка получилась. Шорткат, как говорится. Как говорят у нас в Dark Souls. В Dark Souls наших. Вот у нас у Soulsliker. Так. Целая комната для вина у них, прикинь. А есть комната с пивасом, с водкой, допустим. Вот я не устану повторять то, что здесь Тостер. Долгоманис норм доспех рыцаря — это боевая конная единица. Все правильно, как он на лошади будет скакать. Ну не знаю, пускай отгибается эта штука. Там штука. вроде 4 маски. Ладно, это потом разберемся с этими масками. Но ты говоришь, конная единица, там как он будет на лошади скакать. Ну пускай у него этот как затвор, блядь, поднимается, я не знаю. Ну что-то же можно придумать, типа. Ну не так же, чтобы у тебя просто вот в доспехах будет дыра, как бы. Для стояка, что ли, я не знаю. Ну как? Ну как это? Ну нельзя же. Пускай там правда какое-нибудь забрало поднимается, еще что-то. Там же могли подвижные детали делать гардероба сейного. Я не говорю, я не устану повторять, что тут очень в этой игре огромные просто бутылки вина. Они тут не по 0,7, как мы привыкли, там, ну не литровые, короче, они тут литра 2-3, я думаю. То есть эта бутылка, наверное, с ногу мою. Ну, прикольно, кстати, зато надолго хватит. Реагент. Где он? Вот он. Все заебись, так Минца въебал. Сел на табуреточку. Читаешь пресс. Винодельческие традиции замка Димитреско зародились еще в 15 веке, задолго до появления нынешних его обитателей. Альсина Димитреско использует знаменитый, но необычный метод, чтобы усилить аромат вина и придать ему насыщенный вкус. Дека Димитреско тоже не маленькая. Так а тут еще в деревне здоровенные бутылки я начал встречать. И еще в самых первых кадрах, когда еще Мия была жива, когда она готовила жрать, у них 3 бутылки вина, тут часто бутылки вина по несколько штук стоят, прям чуть ли не в каждой локации. Не в каждой комнате практически, ну, очень часто встречается. И каждая бутылка, они просто здоровенные, я не знаю. Ну, блин. Я не знаю, как объяснить, но я думаю, то, что она где-то полуметровая бутылка. Как-то чрезвычайно больших ее нарисовали, большие бутылки их делают. Ну ладно, не суть. Ее лучшая марка Sanguis Virginis, то есть кровь девственницы. Ее хранят в особой бутылке, украшенной серебряными цветами. То есть вино. Кровь девственницы называется. Димитреско делает особый рецепт. Я так бухнем, чё? Сюда надо что-то положить. Может, член? Ну, явно не кольцо. У меня, в принципе, квестовых предметов, кроме этого какого-то кольца ссаного, я думаю, даже она мне больше не пригодится. Больше ничего такого нет. Но.
Тут как в 4-й части, кстати, сундук. Чисто под этот какого. Чисто под инвентарь. Лут тут складывается отдельно. Бабулики. Василий Потешин. Ладно, Лех, пойду тоже позадротствую. Звони, коль что завтра. Хорошо, давай, счастливо. Удачно позадротствовать. Я так понимаю, ты в Back 4 Blood будешь добавить? Порох. Кстати, я, по-моему, по карте что-то хотел. Не хватает. Но у меня уже патронов для пистолета прилично. И никто не нападает. Слава богу, так-то. Давай другую сторону. Василий Потешин. В него самого. Ну все, короче, ты, я так понимаю, залип, короче, чисто в Back 4 Blood больше. Killing Floor уже все, не канон. Ну, я как-нибудь возьму Back 4 Blood по кооперативе. Ага. Вот и вставили. Чего? Что нельзя использовать? Подожди. Я его как-то могу? Предметы. Вот, изучить. Его надо вытащить. Василий глаз. Потешин. Даня, тоже Killing Flower, тоже зашибись. Так, теперь можно сюда втыкать. Все, теперь ты зрячий, как говорится. Значит, а вот смотрел на Killing Floor, она часто встречается, скидки там и все такое, но я как-то не решился. По-моему, она довольно-таки однообразная. От Back 4 Blood, в принципе, тоже однообразная, но я бы поборол. Просто потому, что разрабы пытаются ее поддерживать, ну и подобные штуки. Как-нибудь возьму, тут у нас же кварталка должна быть. Кварталка, там, зарплатка какая-нибудь. Мужиков не вскрывала. Я тебя повешу, вскрою глотку и буду смотреть. Может, члена пососешь? Сам что выберешь? Так, по-моему, ну, она меня, по крайней мере, не дамажит, так что давай не будем от нее убегать. Мухи-хуюхи, это такое себе. Неплохо. Блять. Она нападает? Или нет, блядь? Подожди. Там я все прошу. Да. Ладно, блядь, так, блядь. Раз меня угонят в коридор, значит пошли в коридор. Ну и все, она отстала, короче. Ну это явно не какой-то босс-файт. Я думаю, что его как-то более серьезно обозначить. Чувствую, до ужина не протяну. Пока меня чисто кошмарят. Ключик какой-то. Загрызла, сука. Зубом своим загрызла. Да, да. Чё, да-то? Не шевелись. Короче, она вот так вот у нас, да, этот сталкер действует. Я понял. Идеально. Для чего? Сначала давай. Да пошла ты, дочка. Я не буду лечиться. Как ощущение? Найдись. В натуре классно. Лечиться не буду, пусть грядет, лучше переиграть. Когда знаешь, куда идти, куда проще. Ну вот и все. Сейчас меня отпустит. Зрение, так сказать, восстановится. Потом дальше пойдем. Вот, и здесь вино, везде вино, везде бутылки вина. И вот такие вот плесневелые яблоки.
Это фанатизм вообще. Так, снова записочка. 9 июня 58. Отработала первый день в замке. Я была поражена, увидев, что здесь служат исключительно женщины. Меня строго-настрого наказали никогда не злить госпожу и ее дочерей. Так от тебя в игре вообще что-нибудь зависит, а то только катсцены. Я не знаю. Я думаю, то, что я пока сейчас, ну, вот этой мухотелки должен был чисто вот убегать, прямо искать первый угол, чтобы воткнуться, упасть и... Пока ничего не зависит, но подожди, еще начнут кошмарить. Если сам геймплей на 40 часов, как бы, то они будут его максимально долго тянуть коридорчиками, побегами, какими-то головоломочками небольшими. Ну вот сам геймплей 40 часов. 7-я часть занимала 10, ну вот 8 от силы. Так что... Можно и за 3 пробежать, короче. Но это тоже, знаешь, как бы спидранится сам в курсе, короче. Так, дальше. Прошло 2 недели с тех пор, как я начала работать в замке, и мне боязно. Горничная Адела допустила ошибку, и мисс Даниэла полоснула ее ножом по лицу. А по ночам я слышу вой, будто призраки бродят по коридорам. Хочу домой. Также 58 год, ума не приложу, что делать. За обедом юные дамы жаловались на жару и спертый воздух. Тогда я слегка приоткрыл окно. Они заорали: «Закрой, закрой сейчас же!» Я боюсь, что меня отправят в подвал, откуда не возвращаются. Ума не приложу, что делать. Просто ума не приложу. Тут служанка, короче, тусила. Ее все-таки, я так понимаю, отправили в подвал, куда я упал. Музяка. Димитреску? Вылеза? Да. По сиськам узнает. Вот, в руке Димитреску не так пососно смотрелась бутылка здоровенная вина. Но они, видимо, париться не стали, и все бутылки сделали здоровенными. Ты же не можешь с ними никак взаимодействовать, они просто везде лежат. Как. И люди их не... Ну, по крайней мере, я не видел, чтобы поднимали, как-то держали в руках и так далее. Поэтому они вот реально, скорее всего, париться не стали. И сделали все бутылки большие. Ну, типа Ctrl-C, Ctrl-V. Это, я так понимаю, у нас птенчики, да? Местные. Куры. Она ими, видимо, закусывает винишко. Алкоголичка, короче говоря. Что-то скрипнуло. mr.toaster. CTRL плюс C, CTRL плюс V. Так вот, я что и говорю, то, что Ctrl-V, Ctrl-C. Поэтому они, наверное, все бутылки такие большие не сделали. Просто какие-то, знаешь, чуть-чуть запыленные. Какие-то там более светлые, более чистые нарисовали. Тут у нас, короче, девственница, я так понимаю, в вине. mr.toaster. Винюшка-тян. Да, винишка-тян. Тут у нас девственница как раз доготавливается в вине, я смотрю. Запарила одну бабенку себе. Тут закрыто явно. Ладно, пошли вниз. Если в каждой бочке по тёлке парится, короче, запаривается, как дошираки, короче, говяжьи, тогда тут наверняка немало тёлок они потаскали сюда. Это ж типа любимое вино Димитреску. Она только такое должна у себя в замке хранить. Давай, наверное, перед этой катсценой, да, соберемся на перекурчик. 3 минутки. Сейчас подойду.
Поехали. Дальше. Говорится, дерни колечко, дверь откроется. Надо сильнее раскачать. Чтобы все зажглись, да? Доверься свету. Ну хорошо, я доверюсь. Разок можно. Тут-то, ну. Вообще, где мой фонарь? Всегда фонарь был. Ну, по крайней мере, в 7-й части. О, догадался. Стенки говном обмазан. Кто-то слабился. Регулярно. На какой, да, стул сядешь? С пиками точеными. На какую мать посадишь? О, я же говорю, стены говном обмазан. Он как раз сральник, а тут вот говно. Логично. Это у них пыточная, короче говоря. Покрыто засохшей кровью. А по-моему, ржавчиной, а не кровью. Но вот больше похоже, правда, на ржавчину. Давай просто изучать, так сказать, красоту здешних мест. Тут у них стоматолог, видимо. Вот как раз. На какой сам сядешь, на какую мать посадишь. Тут, видимо, практично. Маска. Вот эта маска прикольная, с поросенка. Гренкоровская чисто. Брат, помоги мне. Ну, ни одна бочка не разрушаема. Везде причем одинаково. А вот эта вот маска, короче, у нас в глаза вкручивается. Забавно. Как любезно мне дверку открыли. Снова сральник. Вот я так понимаю, куда-то на этот, как его, на туловище одевают у района живота, видимо, и потом стягивают. Наверное. Вот, а тут нас белье выжимают. Недоготовленные еще. Это у нас проход, короче, туда, да? Туда нас не пустят пока что. Кандидаты: Ирина, Михаэла, Лоис, Ингрид. Забракованы. Ну, список имен, короче, понятно. Она, видимо, выбирает определенно. Ну, ей же девственницы нужны. Чтоб химичить. Наверное, так. И без еды. Там стол алхимика. Ирина — здоровый аппетит. Михаила — здоровый аппетит. Лоис — здоровый аппетит. Ингрид — нервозность, порой сильно встревожена. Короче, все хотели есть, кроме одной. Она очень сильно боялась и жрать не хотела. Видимо, так. Кремерок блатной, 3 семерочки. И кто-то хрюкает. Кстати, оружие чуть-чуть поудобнее, чем в 7-й части переключается.
прошлый раз там типа надо было сильно очень крутить колесо мыши, пока выберешь нужное оружие. Попроще чуть. Вот, ржавые обломки. По-моему, можно скрафтить, если я не ошибаюсь. Пороха нет. А порох-то я не подбирал. Ладно, окей. Пошли дальше. Ждем, пока Ивака выскочит. Это прям очевидно должно произойти. Шум приближается. Причем он как будто сзади, вот где-то справа. Возможно, кто-то такую телегу таскает, я не знаю. Ну, прям уж очень хочется все обойти. Внимательно. Здорово. Повылезали. А что, выстрел в голову уже не катит? Угу. Это неубиваемые женщины. Много патронов ушло. Ну там еще идут. Только бабок за них навалили и все. Было у меня, по-моему, 97 патронов. Штук 13, по-моему, на них ушло. Много. Ну, дробаш из принципа пока не буду расходовать. Все? Заманчиво. Заманчиво. Но нет. Пусть сначала тишина воцарится. Угу. Я вот отсюда зашел. Ну, где-то там. Возможно, даже сзади. Окружает. Ну, к сраку. Давай так. Давай, выходи по одному. Чаще им куда-то в грудь получается стрелять. Ожерелье Ингрид. Я так понимаю, это тоже снова просто украшение, которое жердяю потом отдать. Чуваки на рейве. Думаешь? Ну они по-любому, значит, если их так колбасить, то они, скорее всего, под какой-то кислотой. Еще есть. Да, когда вы закончитесь-то, чуваки на рейве? О, последний. Последняя я. По-моему, это женщины. У вас меч упал, дамочка. Угу. И трупы исчезают. Ладно, пойдем, короче, осмотрим то, что я уже пропустил. Отстреляться там не получилось. Сколько у меня патронов? Оу. То есть я завалил 7 штук. И у меня ушло, короче, получается где-то 60 патронов. Рабочий класс женщин.
Рабочий класс мира быть должен другим. Куда вы лезете-то постоянно? Бесконечно. Надеюсь, они не спавнятся просто так. Ну, типа, финиш должен быть. Самодельная бомба. Не думаю, что пригодится, но возможно, возможно. Типа потом в толпу швырнуть будет как самое то. Все, по идее. Тут все. С ножом, наверное, вообще не вариант с ними биться. Они тебя тупо загрызут. Ну, в смысле, с серпами своими за это. Зарежут. Зарежут нахуй вообще. О, сундучок. Бабок наваливают. Но снова деньги, деньги, деньги. Если столько денег дают, значит, по идее, скоро должен быть мистер Крабс. Мы ему бабок этих понапихаем. Я вот думаю, какой апгрейд-то покупать. Просто есть ли резон качать пистолет, который потом будет улучшаться. Ну, типа, получше, потом пистолет по-любому должны предложить. Ну, типа, по канону, что ли. Снова пики точеные. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Ой, блядь, Кассандра. Вот этой курвы еще точно не хватало. Так, давай вот это лупим. Собираем. Я, получается, с другой стороны камеры. Да идите вы в жопу, ничего не видно. Еще Итан ручонками своими закрывает. Так, вот тут лопаем. Все. Хочу крови. Член ты, блядь, не хочешь? Очень крови. Нормально. Неплохо. Я еще жив. Лечиться я не буду. Пошла она в жопу. Но я, по-моему, возвращаюсь назад. Да не путают этой хуйней. Когда ты под шукером просто летишь, не соображаешь куда. Достала, блядь. О, бедняжка. Но мне хочется еще. Мы не будем пока менять уровень сложности. По-моему, это можно всегда сделать. Ну, короче, телок мы скипнули. Это хорошо. Количество жизни примерно тоже. Блок руками, кстати, очень сильно впитывает дамагу физическую. Тут заменяет уклонение. Будем знать. Будем знать. Давай мы тогда вот это. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Вот надо туда, на ступеньки попасть. А меня путать начинает. За этой беготней? Да пошла в жопу. Я блок не успел поставить. Вот туда, на ступеньки. Вот почему они исчезли? Вот он проход. Сука. Прошу прощения. Пизду, не буду хилиться. Это можно без хилов пройти. Куда это ты собрался, дорогой? Тебя ебет. Пули мне не страшны. Ну вот именно. Ее надо сжечь чем-то. Как тебе свежий воздух, сучка? Ты человечишка! А ты не человечишка. Так, ну если ей пули не страшны, я так понимаю, это босс-файт.
Да, это не дверь даже. Стоим тут. Она не подойдет. Взяла, блядь, пузо мне спорола. Ты что, дура совсем? Рестартим. Я пока не совсем понимаю, что от меня хотят. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Так, ну хотя бы сейчас понятно, куда бежать. Ага. Давай вот здесь отхилимся. Скорее. Ирил Гаоси. Стреляй в нее под окнами и все. Тут почти все боссы без выпендрежки. Понятно. Ты станешь главным блюдом. Куда это ты собрался, дорогой? Сейчас только надо определиться, типа, с углом. Пули мне не страшны. Стать-то поудобнее. По идее, надо спиной к окну и все. Кстати, патроны не зря тут. Патроны не зря тут наваливают. 2 пачки целых дают. Я тебя не прощу, ублюдок! А хуйца ты не хочешь? Но она выкидывает меня вот туда. Поверить не могу. Только не это. Все, она отъехала. Понятно. Кристальное туловище. Угу. Я так понимаю, у нас для герцога подарочек. Эх, патронов жалко. Они тут на вес золота. Ну все, по-моему. Вряд ли я что-то мог пропустить. Давай на всякий случай. Да, я все-таки пропустил. Еще и бамбурик. Не повредим. Все. Там все собрано. И дальше. Просто, как говорится, свежий воздух делает. А тут у них поросятки, да, короче, готовятся. Ну реально свинина же стопудово. Винишко Димитреску, я так понимаю. Про девственницы и все такое. Кровь девственниц. Я так понимаю, это в чистом виде, да, концентрат. Она ее потом с бухлом мешает. Еще одну отвели в подвал. Она пролила суп. Все знают, что происходит в таких случаях. Ты исчезаешь без вести, твою кровь выпьют, а проклятая душа будет бродить по коридорам. Я нашла ее, только кожа до кости. Она доедала труп крысы. Чего мне недолго осталось. Ясно, понятно. Недолго так недолго. Но я не думаю, что следующий босс будет именно такую же тактику иметь, так что, скорее всего, будем его как-то лупить по-другому. Почему отмычек не дают? Замок-то не сложный, это понятно, но отмычек нет. Дурный тормоз. Да, давай на пекарь. То есть это можно не покупать, это достаточно просто найти. Давай, используем. Ништяк. Он такой здоровенный кейс, просто для такой маленькой детальки, я не знаю зачем. Почему такой пафос? Могли бы в шкатулку положить. О, наконец-то отмычка. Ведь первая отмычка за игру. Естественно, мы ее тут и применим.
А, тут надо указывать, что... Уяхуа. Ящик, причем третий, по-моему, встречается. Деревянная статуя. Давай смотрим. Предметы. Это, по-моему, то, что можно продать. Да, это именно как сокровище, да, и отмечается. Они типа не сюжетные. Все понятно. Второй ящик. Да, естественно. Естественно, он не откроется. Снова бутылки вина. Прямо вот каждую комнатку. Встречается прямо все в бутылках вина. Я так понимаю, прежде чем биться с Димитреску, мне надо будет завалить 3 ее служанок, а потом уже биться с ним. И то они красные так наложены. Эти 3 тарелки. 3 тарелки и 1 большая. Как раз. mr.тостер. А зачем им в доме отмычки? Ну да. Зачем вообще в доме им запирать что-либо? Хотя дом большой, знаешь. Варья много. О. То есть теперь у нас появилась механика лупить по этим, как его. Появилась механика лупить по окошкам. Не, ну тогда не исключено, что следующую телку можно будет развалить тоже с помощью окна, но еще что-то сделать сверху. Я так понимаю, они каким-то говном питаются. Ну, в смысле, поносом, короче. Красный понос после вина. Кстати, не исключено. Не исключено. Девственницы дрищут им в тарелке, они жрут. mr.тостер. Воре, будь я вором, я бы не стал этот дом брать. А кто-то бы стал. Теперь открыто. Да, но... Я понял, где я оказался. Первый этаж. А, мне теперь в винную комнату надо. Хорошо, когда у тебя один квестовый предмет, ты сразу примерно можешь вспомнить, куда бы его пришпандорить. Все, бутылочка уехала. Проход. Снова бутылки вина. Вот я говорю то, что просто каждые 3 метра у нас вино, 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 вино. Все в вине. Потом, наверное, если дальше чуть проходка как-то будет меняться, у нас потом будет все там, не знаю, в этих... в механизмах, в шестеренках. Я думаю, так. Ключ от внутреннего двора. С этим немножко посложнее, потому что ключ есть ключ, как бы ты же не знаешь, куда вот конкретно его можно, в какую дверь засунуть. Какая именно дверь будет от внутреннего двора. Зная резики, дверь внутреннего двора может быть где угодно на 1-м этаже. Искать. Но явно не тут. Но это же будет слишком просто. Стой. Зал 4. Явно нет. Угу, вот как карта крутит. Я так понимаю. А, нет, надо в столовую именно, походу, пердолить. Потому что вот только тут ключ обозначается. А здесь отмычка, походу. Ладно, назад получается.
что я уже привык без карты действовать. У тебя типа есть квестовые предметы и ебись как хочешь. Могу устроить экскурсию. Хуйца ты должна пососать. Блять. Она мешает пройти. Третья обезьяна. О, жажда мучает. Я тут был, да, получается? О. Слушай, а ключик-то вообще рядышком валялся. Ну все, на улице она меня, по идее, не тронет явно. Надеюсь на это. Они типа свежего воздуха вообще боятся. Они как бабки. Любят сидеть дома и пахнуть нафталином. Чё? Я тебе что-то взял. По-моему, это обломки были. Что-то она может поставить сюда. Или уже поставила. Короче, ладно, в принципе. Я отсюда пришел. Тут тупик. Он спустился вот сюда. Раз проход. Два. Давай сюда. Как-то очень подозрительно, где плиточки помечены. Понятно. Бабу завалим, потом клеить дадут. Наверное. Угу. Раз, два. Скорее всего, основной будет закрыт. Да. Это типа вообще не этот. Просто стена, короче. А ручки-то зажили у него. Дырок уже нету. Там где метрятку топает, что ли? Ирил Гаоси, ты иллюзорные стены проверяешь? Как в этом, как в ДС-ке. Ну, хотелось, кстати, вот тут сейчас, когда бегал по большой площади, хотелось по стенке одной ножом долбануть. Ну, типа, может, откроется, ебать. Только что об этом думал. Я так понял, что там Димитреску только. Если бы Димитреска села бы на этот диван, то у нее бы ноги были бы, ну, точнее, колени были бы где-нибудь возле ушей стопудово. Что ты сделал с моей дочерью? Пизды дал. Страх. Видимо, возможно, даже эта дверь ведет на улицу вообще. Основная. Ебать. Зал наслаждений. Какой Димитреску? Я так понимаю, вот мы сейчас только в спальне и идем. Либо это кровь девственниц, либо она тут моется. Подожди. Уж очень прорисована, подозрительно комната детально. Надо лучше по дороге все пособирать. Может, сейчас заебут катсценами и так далее. Порох. Я должен был это проверить.
Ну чё, 60 патронов. Давайте мне. Точку. Загадка? Вариант. Ну, надо вот туда спуститься. Не фигуру же мне крутить, правильно? Унитаз. Заебись, кто-то моется, сидишь просто на стуле, делаешь вид, что ты его слушаешь, срешь. А тут, наверное, поссать что-то. Может подмыться, я хуй знает. Ну, это может быть биде, кстати, да. Картинка в виде записки. Мужские взгляды женщинам презренны, а бедняков заботит лишь одно — отдать владыке урожай отменный, чтобы поскорее потекло вино. Это помешательство просто на вине. Ну, она вампир, понятно. Ну и чё, мне надо жопу полоскать? Чё надо вообще? Давай сядем. Всё, я типа моюсь. Он как раз сел, у него вода вот так вот, как крокодила делает. Я думал, тут что-то надо сделать. Тут как-то вообще ничего. mr.тостер. 17.24 московское время. Нормально. Ну, минут через 20, даже через 15 придется заканчивать. То есть меня перли сюда, просто чтобы я ванну ее посмотрел. Типа восхитился, типа охуеть, какая у тебя ванна. Давненько не было сохранений. Ну тут хотя бы есть благо автосохранения. Тут прямо от души, конечно. По заданиям поищите розу в замке. Ну блин, это же кость, точнее иголка в стоге сена. Ну, так не работает. Это просто тупо коридор. Две двери. Кирилл Гаоси, выйди в окно. Думаешь? Какое окно? А чё? Кирилл Гаоси, может туда. Но он же не умеет прыгать. Максимум. Позднячок ему устроим. Может, что-то это изменит, я не знаю. Да нет. Это на дверь немножко. Ну нет. Я хз, что делать? Ну, очень странная комната. Как будто тут надо что-то крутить, я не знаю. Кирилл Гаоси, я не помню. Должен быть проход через балкон или как-то так в покое лоботряски. Вот они, проходы лоботряски. Подожди. Есть, короче... Вот то. У нас же там две двери. Вот это и вторая. mr.тостер. Два пальцев нет, прыгать не умеет, какой-то он ущербный. Хотя удачливый. Ну да. Кирилл Гаоси. Через террасу, видимо. Не знаю, давай попробуем. Сколько времени-то немного осталось. Подобным говном страдать. Либо по скрипту, короче, вся эта шляпа работает.
Ну вот никак, ничего. Ну, у меня кроме всего этот, как он. У меня кроме фотки, блядь, ничего нет. Ни ключа, ничего. Значит, надо какую-то комнатку найти. Либо что-то где-то покрутить, повертеть. Я не знаю. Виноградник. А, ну я отсюда съебался. Тут у нас, да, жердяй, короче. Зал 4. Там комната торговца. На открыто, кстати. Ну хрен бы с торговцем. Делать-то чего? Ему, блин, сохранение дали какое-то. Ну, явно. Не сюда. Тут и сквозняк устроен. Больше, по идее, тут ни дверей, ничего нету. Это комната Барса. Вот никак. Кошек больше тут нет. Ну и все, и тут тупик. Там я тоже вроде все осмотрел. О, изучить. Я же говорю, блядь, статуи вращать надо. Твою, блядь, жопу, а? В какую сторону? Надо, видимо, загадку понять, да? Поскорее потекло вино. Еще раз. Мужские взгляды женщинам презренны. Мужик смотрит, по-моему, на бабу, вот на эту. Мужика крутим. Вот в эту сторону. Эвил Гаоси. Нужны Гинкаум и Черникофорте. Подожди. Женщинам презренны мужские взгляды. А бедняков заботит лишь одно. Отдать владыке урожай отменный, чтоб поскорее потекло вино. Ну, по мне так они вроде так должны стоять. Мужские взгляды женщинам презренны. То есть, типа, мужик должен смотреть на бабу. А бедняков заботит лишь одно. Значит, бедняки не смотрят никуда. Отдать владыке урожай отменный. Если я понимаю, это владыка, это типа Димитреску. Поскорее потекло вино. Тостер. Мужики не смотрят на баб. Давай попробуем мужика повернуть. Тостер. Может так. А те вообще, короче, я статуи, кстати, не вращал. Ну, это так, чисто в порядке бреда сейчас кручу. Подожди. Чтоб поскорее потекло вино. Баба с бутылкой вина стоит.
Типа она должна, может быть, этой сучке наливать. Вот. Вот эти пидоры, короче, дают этому жратву, он не смотрит на бабу. Точнее, баба на него не смотрит, баба наливает вот этой вот пизде бухла, и все работает. Ну, процентов 60, короче, я сейчас рандомно накрутил. Он какой-то ебанутый. О, олень. А, ну понятно. Короче, мы этих рогатых... У нас в 7 части, короче, башками трясли вот эти вот игроки в футбол, а тут рогатых, короче говоря, ну, просто лупим. Какого черта? Опять глупый вопрос. Так, ну, наверное, самое время достать Валеру. Раз уж музяка тут начала пиликать. mr.тостер. А в конце, как в контре, прилетят вертолеты. Не исключено. Прилетит вдруг волшебный голубой. Ну сейчас же схватит за жопу. И бесплатно покажет кино. За хуй себе укуси, блядь, собака рыжая. Все равно живая, ты смотри, а. Сколько патронов в каждую надо сучку въебать. mr.тостер. В прошлой части вертики прилетали. А, они в каждой части, по-моему, вертики прилетают. Чё? С какой стороны еще орали? По-моему, в Resident Evil вообще типа каноничное спасение на вертолете. Я фиг знает, где тут игра года, но эта часть трэшила. Вот 7 была отлична на фоне кризиса авторов. Ну, сам понимаешь, когда выбирать не с чего, берут что есть. Она не фонтан, но просто нужно было кого-то поставить, ну поэтому взяли ее. Может быть, кто-то кому-то забашлял бабла, допустим. Все, и вот тебе первое место. Естественно, люди будут покупать то, что занимает первые места. Лучше забашлять, допустим, ну, не знаю, там 50 лямов, чтобы потом сорвать 600. Чисто на том, то что первое место. Она и в Стиме, там, знаешь, поближе будет. mr.тостер. Да, просто сперли концовку. Билл и Ланс не одобряют. Первую концовку контры. Так во всех частях, в принципе, там каноничное спасение на вертолете. Да, блять, вы заебали. Где это говно? Тут новых очень дохуя, по-моему. На квадратный, сука, метр. Тебе наваливают патроны. Так. Ну, нож бесполезен. Это очевидно. Все, подохло. Жаба ебаная.
Жаба Аркадьевна. Бабок суют. Ну это, короче, так. На семечки. Я отсюда пришел. Сука, 2 прохода у меня было так. Ну это коридор. Игра коридорная. Бля, придется хиляться. Не хотелось бы. Лифт. Одна штука. Давай туда, в проход. Ходим. Смотрим, что там есть. По-моему, я уже от всех отбился. Ебаки вроде не должны больше беспокоить. Так, отсюда. Какой-то проход я пропустил. Отсюда я, по-моему, шел вот сюда. Потом вот сюда. Все, что ли, подъем наверх? Это шняга тогда. Значит, я что-то тут не взял. Они лезут со всех сторон, начинаешь юлить, мельтешить, пытаться отстреляться. Потом просто теряешься, блядь, в пространстве, где был, где не был. Так как тут, в принципе, все одинаково, очень легко сделать. Все, поехали. Можно вообще как бы было их не отстреливать, скипнуть просто. Пробежать мимо и все, и они бы мне ничего не сделали. Может, блядь, не ищем легких путей, да? Убивать так всех. Ну вот, как раз сохранение. Как раз. Кстати, они тут довольно-таки редко даются. Будем заканчивать, ребят, стрим. Спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Пишите комменты, лайкосы. Ну, там, кому как удобно. Ирил Гаоси. Вот и терраса. Гусь одобряет. Вот. И нашли террас. Нашли ход. Тут мало, кстати, этих. Мало печатных машинок на игру. По-моему. То есть в 7-й части ты мог неограниченное количество, зная. Ну, там было маленькое пространство, и рядом были расположены точки сохранения. Тут немножко больше вытянутое пространство, и тебе как бы нет резона до следующей бежать, лучше новое искать. Вот так я считаю. Ладно, все. Спасибо за поддержку.